Так, ну что, вот он, славный город Ярославль. И снимать я, конечно, убираю. Буду не на улице, потому что страшный минус сколько-то там. 15, 18 говорят. Поэтому находимся в том заведении, которое встречает меня вот так. Ну, немножко забавно. Я один надо. Ага, Давай ага. свою чашку. Давай, наливай мне чай. Так, Это Арина. Она теперь будет работать с нами. так. Приехали ее учить на менеджера. Ну вот, что ты смеешься? Ну, правда же. Приехали учить на менеджера. Вот, Да, только в что... итоге вчерашний день мы отлеживались, и сегодняшний катаемся по морозу. Вчерашний день вы пили, давай честно. А потом отлеживались. Вот. Это стало 7 утра, вообще-то и работаю. Мгм. Из новостей списывались с Алексеем на один торт. Это те, с кем мы сотрудничаем уже довольно давно. У них очень классные курсы по кулинарному делу, в частности тортики. И как раз договорились встретиться. Мы работаем, работаем уже второй год, но мы ни разу не виделись. То есть все в интернете. Это, кстати, к слову про доверие. Спокойно работаем, ничего не мешало. А вот поскольку приехали к Арине в гости, то решили и пересечься. Они как раз, Алексей и Надежда, на один торт, они как раз таки живут в Ярославле. Поэтому завтра будем видеться. Не знаю, получится ли снять видео, не получится, но мы постараемся. Что еще? У одного из сотрудников какая-то проблема с машиной, как мне сказал, с Сашиных слов. Лешина информация, что даже что-то связано с поджогом. Вот, поэтому Леша сегодня вместо сотрудника склада отправляет посылки, а мы в первую очередь, что для меня первоочередно, это проверяем должностную инструкцию. То есть написана инструкция, в которой четко, понятно, все расписано. И надо, чтобы теперь Леша, который давно не занимался сборкой и отправкой наборов, чтобы все получилось. Будем смотреть. Так, позвонил Алексею, он мне сказал, стучись громче. Оба, сейчас перехвачу все. Потому что, говорит, все на кухне тебя не слышат. Да, мне показали пальцем. Сперва подумал, что пожурили. И сказали, оказывается, это минута. Короче, приехал. Дороги в Ярославле так себе. А город прикольный, особенно центральная часть. Просто отличная. Говорю, как петербуржец с недавних пор. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Познакомиться очно. Очень. Год работаем и только знакомимся. Давайте я все сниму, все нормально. Давайте. Да, здесь мастер-классы. Да, здесь мастер-класс. Здесь я периодически снимаю очные курсы. А вон Алексей пришел. А я открою сейчас. Давайте. Мы же на ты. Да, окей. Привет. Съемку идешь? Конечно, а как иначе? Это Алексей. Он серый кардинал. Да, вот как у нас Алексей, серый кардинал, так и этот Алексей, да. Алексей, вот я правильно понимаю, что это, по сути, роль продюсера, это роль человека, который вот действительно такой тыл, Да. который решает все вопросы. Да. Я думал, только у нас такие шутки. Единственное, что у нас это не шутка. Это не шутка. Это не шутка. Отлично. Это прям приятно слышать. Окей. Да, здесь мастер-классы, здесь вся движуха. Окей. Здесь не вся движуха, здесь очная движуха. То есть тогда, когда по-настоящему, по-взрослому, вот приходят люди, да, то есть по факту они настоящие здесь передо мной, а я настоящая перед ними. Вот видишь, как раз столы Как раз после вот очного я мастер-класса здесь собраны было туда-сюда. мероприятие. Ага. Вот. А когда идет онлайн, что-то онлайн, когда очень-очень много людей, то тогда это все происходит у нас дома на кухне. Ну да, я понял. Еще по первому фону, который разбирали, я понял, что это чисто в своем живом пространстве, оно, наверное, как-то даже и комфортнее снимать. На самом деле мы там делали так, чтобы как раз вот и для съемок это дело подходило. Потому что, слишком кучеряво, я бы сказала, иметь миллион помещений для разных целей. Однозначно. Мы все снимаем на складе. Вот, мы на складе собрали фон 1,5 на 1,5 метра и все снимаем на нем. Слушай, Всё. я тебе скажу так, что вот
Вон мой фотофон рабочий. Банально. Я спрашиваю про маты, вот видишь. Да, я Я понял. меняю где-то раз в 3 месяца. Я тебе просто говорю к тому, что Я тебе кофе, кстати, наливаю. Сейчас принесу. Ага. ремонт на кухне вот как раз сделали с учетом того, что мы будем снимать. Ты представляешь, вот даже Супер. на этот завязывали. Я понял. Ну, у нас вот чуть-чуть и меньше масштаба. фасады меняли, и этот самый, ну, все, вот, понимаешь, Ага. делали. Поэтому как бы такой... Надежда все пытается развести такую ситуацию, знаешь, там типа личное и работа. Да. получится. Стараемся тоже. Не Не получается, нифига. Все совмещаешь, все в Нифига, одно. потому что это жизнь. Да, Вот да. мы так живем. То есть или уходить в сторону того, что надо нанимать кучу народу. Да, и они работают, а ты отдыхаешь. Это раз. А во-вторых, ты понимаешь, контрольная функция никуда не девается. А еще банально получается, если ты нанимаешь сотрудников, в которых, ну, как бы не контролируешь, Мгм. и в один прекрасный момент ты можешь получить такую ситуацию, когда ее, ну, просто можешь остаться у разбитого корыта. Мы сейчас вот с этим как раз и работаем, что у нас вопрос именно вот этих должностных инструкций, это сейчас самая главная головная боль. Ну, То есть, видишь, у чтобы нас продавцы, должностные чтобы инструкции- менеджеры, чтобы все, чтобы работали так. Нет, у нас Иначе есть, это у нас полная есть головоломка. небольшая команда на аутсорсинге. Мгм. На аутсорсинге небольшая команда как бы есть. Почему? Потому что думать о продажах, разрабатывать стратегии, делать цепочки и так далее, нужны руки, которые будут, условно говоря, заниматься там рассылками, которые будут делать в топлинке небольшие мини-сайты, да, те, которые Да. будут заводить трафик с точки зрения таргета, Ё-моё, Да. да, лепота. то тут, знаешь, один человек... Не, один просто не, под это силу. проходили, нет. Плюс ты не забывай, что все-таки еще дети. У нас, допустим, 2 пацанов нет. Ну, И поэтому тем более. тут вообще такой вариант. знаешь. Если мы можем позволить себе ночевать на складе, то я думаю, в вашем случае Вообще никак без пока. вариантов. Только с детьми есть. Да, То есть, да, понимаю. на склад они пойдут, как бы. Да. А так нет, вот я говорю, это вот лишь был момент, особенно очень тяжело было, когда началась пандемия, когда, ну, по большому счету, все настолько закрылись, то есть вот так вот взяли, вот так все закрылись, считай, ну, банкеты никто не заказывал. Мгм. Был момент, когда просто около 2-2,5 недель вообще тишина по тортам. Даже просто по тортам, не- чисто по заказам. Ну, не было заказа, Офигеть. просто люди настолько вот были напуганы, Мгм. и просто вот раз и все. И вот в этот момент, конечно, наверное, мы немножко подиспугались. И вот, но, с другой стороны, слушай, вот этот испуг, как бы он прошел, и мы, да, это самое, и мы вот решили все равно в онлайн уйти жестко. Мгм. Ну, слава богу, что как бы получилось с сильными в этом плане. Ну, то есть, короче, в плюс пошло в итоге. Изначально в яму, а потом плюс, потому что поменяли стратегию и Потому пошли в что- онлайн. Да, потому Правильно что понимаю? другой момент. А потом вроде как проснулись и торты, вроде как... А потом, знаешь, как получилось? Ситуация такая интересная, да? Все-таки надежда в научных мастер-классах устает намного больше, чем в онлайне. Мгм. Потому что личное общение в очке, оно забирает очень много энергии. Потому что люди, что ни говори, приходят с очень разной энергетикой. Бывает группа легкая-легкая, когда ты на одном дыхании это точный мастер-класс проводишь. А бывает, когда после субботы и воскресенья мы, допустим, там в понедельник не разговариваем. Потому что наговорилось до такого, Да. что да, нет и отстань. Ну и плюс каждому внимание уделить, поскольку Там не то здесь слово, это... Дим, там понятно. очень все это дело. Тем более люди, которые заплатили определенное количество денег, они жаждут это. Отбивает, да. да. Они жаждут Получить отдай нам на вот это, это да. все. Ага. Поэтому вот как бы ситуация такая. Крутяк. Да. Я буду, все будут. Это мой любимый чизкейк. С ореховым пролине на основе, сейчас я скажу прямо на камеру, чтобы там все Да. слюни потекли. На ореховом сабле. Нет, у меня нормально вот с этой стороны. Просто ну, реально мой самый любимый. Самый вкусный. Берегла для себя специально. Продала его. Я прям знала, да, что? Тут мы абсолютно похожи, честно говоря, конечно, да. Скажете. Вот давайте так, мне вообще все равно. Если вы приехали ко мне, да, то вы у меня на складе. У тебя склад конкретно. Да, там у меня вот склад. И когда говорят, что типа склад должен быть чистым, я говорю, нет, это рабочее пространство, оно таким должно быть. Ну, прекрасно. Мы нашли общий язык. Да.
Я понял, что пандемия, она пошла как раз-таки в горку. Ну, плюс-минус у нас так же и было. То есть мы сперва просели сильно, да, потом в горку. А с чего все началось? Почему торты, почему вот это дикий онлайн? Как вот до этого доходит? Ну, вот у вас просто, да, объясню, что я имел в виду. У вас реально смотришь, в отличие от других, интересно смотреть. Ну, то есть при том, что вы вообще не моя тематика, да, ну, не считая профессиональной Сейчас, наклонности. подожди, ты сейчас попадешь всех. Ты с первой ложкой Все, все. да? Вот, оно что, я понял. Да, то есть, а как вообще пришли? Потому что надо все записывать, показывать. И почему, вот, ну, типа, можно даже было спокойно в оффлайне работать? Зачем? Давай сначала. Ну, что, мне лет много уже, да? Ну, прилично. Ну, Ну, не 50, конечно. Где-то под 18, я думаю. Да, ну нет, мне уже 36, и когда я всем этим делом занялась, мне уже было прилично. Я занялась этим, когда у меня родился ребенок. До этого я работала в банке управляющим доп-офисом. Ну, то есть должность нормальная, зарплата прекрасная, люди в подчинении, все, ну, все хорошо, все устроено, да. И я ждала, когда я быстрее закончу с декретом, выйду на работу. Ну, Но когда я пошла в декрет, я начала смотреть, чем занимаются мои подруги, приятельницы, одноклассницы, одногруппницы и так далее. Когда было модно... Не корона, бро? Ну, я короче, предвкушение истекаю слюной, поэтому... давай, ну ты будешь первый. Окей. И смотрела, да, тогда были модно открывать фитнес-салоны, тогда было модно делать ресницы, тогда модно было... Офигенно. Да? Да. Вот что-то кофе дает. Как кофе? Это Есть? пролине. Пролине, там кофе, не кофе, сейчас попробую. Мгм. Что-то прикольное. Да. Все открывают ресницы. Все салон, открывают, да, салончик все. И я такая думаю, ну я уже, а я с бумагами. Все с ресницами, я с бумагами, все с ресницами, я с бумагами. И кредиты все выдавала. А, ты продашь. Ну, мы, да, все-таки положила, а я нет. Да ну, ладно. Это прикол жареного ореха, может быть, поэтому написала. Ага. Прикольно, нет, прикольно. Вот. Я искала, где я-то, где. Подрабатывала я много дня. В основном пыталась писать. Ну, то есть журналистов, грубо говоря. Да? Это для местного? Брать чего-то? интервью, Ну да. да, брать интервью, вести группы ВКонтакте, писать контент и так далее. Ну, мне всегда это нравилось. Вот. Ну, оно как бы шло, да, какой-то заработок я имела небольшой. Но это было больше не для заработка, а просто занять себя. Да? Это параллель была в банковском или уже? Это было в декрете. В декрете. Ага. Ну вот, потом у меня, все бизнес делают, и я, наверное, буду делать какой-нибудь бизнес. Да, приводит пример, очень показательный. Давай на лепестках розы делать логотипы и надписи и продавать. Вот попрет, точно, это будет вот прям бомба-пушка, да? Ну, то есть у меня просто появилось время посмотреть по сторонам, да? И я до сих пор не знала, чего мне нравится. Я не знала, у меня не было хобби, да, ну что, как бы муж есть, дети, ребенок есть, я. И что, я куда? Ну, я в банк пойду опять работать. И потом было модно заказывать на год ребенку торт. Я его заказала. Торт был очень красивый и очень невкусный. Ну, с этого началось. Я могу вкусно, но я не могу красиво. И я пошла. Ты представляешь, какая еще ситуация была, что на тот момент у нас в соцсетях зарегистрирована была только Надежда, меня не было вообще нигде. Говорю, я вообще никогда этого не делала. Никогда вообще Меня не было нигде вообще. Но так получилось, что затеяла она вот это все сначала со своим братом, а он как-то быстро ушел в сторону. И когда... Ну, он быстро ушел в сторону, он тоже банковский работник, он уехал в Москву, устроился там на работу, но как бы и... Дальше продолжать. Да. Ну и торты дома, это такое, на самом деле кажется, ну фигня там между делами, там ты что-то делаешь. Нет, это реально большой труд, у тебя дома цех просто. Ты постоянно готовишь, у тебя постоянно занят холодильник, постоянно завтра вся посуда, ну и как бы со всеми вытекающими. Ну так. И вот наш, с учетом того, что я всю жизнь в продажах, всю жизнь, несмотря на то, что я почти 15 лет служу в армии, почти 15 лет, вот, и дослужил свое название майор, продаю я всю жизнь
сколько себя помню. То есть даже при службе. Даже при службе. Ага. Это не с точки зрения того, что там что-то такое, как бы, вразрез как бы, службы, но фактически оно происходило всегда. То есть, как бы, что-то делать всегда за кадром, ну, всегда. А потом, последняя должность у меня, я был руководителем отдела продаж крупного государственного банка. Серьезно бэкграунд. Еще как бы штатным бизнес-тренером. У меня в подчинении было 17 офисов, в каждом как минимум управляющий, плюс там 2-3 сотрудника в продажах, он считает это. И вот я проводил обучение, ну, как по прямым продажам, так и по телефонным переговорам, и по шаблонам, ну, и так далее, много чего делал. Вот, и просто вот этот бэкграунд, понятное дело, что в соцсетях есть свои нюансы, понятно, что в соцсетях есть свои тонкости, да. Я их плавно перенес, все знания туда, и ты знаешь, оно пошло. И сказать о том, что как бы прямые продажи никаким образом не участвуют в соцсетях, неправда. То есть все техники, которые существуют в прямых продажах, их можно условно при определенном докручивании можно перенести именно используя в соцсетях. Ну, как минимум, опыт точно понадобится, и как раз таки он оттуда лучше будет, потому что он вживую. Единственное, что, наверное, чего мы глобально вот не делаем, как многие, допустим, да, у нас нет такого прям понятия, что, например, пришла заявка, мы обязательно донимаем людей, начинаем обзванивать и заставлять их купить. У нас такого нет. То есть мы все-таки, ну, были какие-то моменты, но такие прямо скользкие, ну, маленькие. Хреново продаем, короче. Все идет. Короче, не видим в этом силы, поэтому идем. Мы не видим эту силу, да, видим, что сила все-таки контента и брендирования в данном случае. Ну и стараемся, как бы, во-первых, не подводить людей, и в том числе. Не, ну понимаешь, что, как тебе сказать-то? Первоначальная цель, она не была заработать деньги. Когда я начинала делать торты, Все-таки это было хобби. Цели заработать денег не было. Заработанные деньги это был как приятный бонус, и объяснить мужу, почему я столько времени совсем с этим копошусь, почему я поехала на очередную учебу и на это потратила офигительную сумму денег опять. Ну, как бы, это было оправданием тому, почему я всем этим занимаюсь. Когда я начала проводить личные мастер-классы, а я начала именно с них, да, я, естественно, стала зарабатывать больше, но до самого последнего дня я не знаю, сколько по факту я зарабатывала. Я зарабатывала ощутимо, это были приличные суммы, но спроси меня сколько. Я не знаю, потому что цель другая была, да, то есть цель, я получала от этого удовольствие, это был кайф, да, безусловно, это занимало и занимает очень много труда, сил, энергии, ну, как бы я от этого устаю. И вот это вот, ну, как бы пандемия, все это дело заставила посмотреть на это дело с другой стороны. Да, то есть, что, ну, признать, что по факту, да, это бизнес, да, ну, как бы это должно приносить доход. А что такое доход? Доход – это олицетворение того, насколько ты успешен, насколько людям это заходит, да, насколько ты делаешь полезное дело. Если ты хорошо зарабатываешь, значит, ты реально, ну, как бы, нужен, и ты реально, ну, делаешь что-то такое, что люди воспринимают как добро, и, ну, как бы в благодарность тебе приходит вознаграждение. Ну, да. вот такие ну, вот твоя образы. ценность, вот да. она отслеживается именно. Да, то есть она меряется в деньгах. И получился онлайн. Изначально я была, ну, как бы вообще очень против онлайн. Даже не то, что против, он шел как-то вот, ну, вообще по боку. То есть онлайн-курс я начала снимать еще, ну, далеко до пандемии, да. То есть в первом курсе, ну, сколько там, 3 года будет, да. Нет, она сняла и сказала, ну, что хочешь, не делать. То есть я участвую. Я не хочу, да. Хотя, как бы, такой вот, я был как внешним и внутренним раздражителем одновременно. Говорю, ну, как бы, давай. Мы попробовали. Посмотри в интернете, все продают. Да, посмотри, да. там все продают, ты посмотри, там все продают. А в интернете, ну, ты обыватель, ты же не видишь, где по факту человек прошел, у него большой опыт за плечами, и он как бы, ну, вот эту кухню всю знает и не даст так, чтобы у тебя какашка получилась в результате, да? Да. А довольно много школ
которая по факту просто с самого начала это бизнес. Да? То есть там за плечами нет опыта. Там просто Продажи. Механизм, который позволяет заработать деньги. Откуда она, эта красивая картинка? Почему она возникла? Силами кого? Да? Есть какой-то человек, который это все дело олицетворяет, да? Ну просто вот, ну, вот оно, да? Вот оно лицо, да? Ты как бы с этим все это дело ассоциируешь, но по факту за спиной-то там нет ничего. Да? И ты понимаешь, что за что такие деньги, да? За что люди платят такие деньги? Понятия Упаковка. Да, понятия То есть нет. сделана некая упаковка, которая продает. Ну, маркетинг, реклама. Ну, это в целом. хочется так, чтобы... За этим ничего нет. Глупость, да, но хочется, чтобы люди-то получали хорошее, а не, ну, не что-то такое вот нехорошее. Хочется, чтобы хорошее. Почему, не знаю, но по-прежнему хочется. И надо, ну, до сих пор мы идем к этим всем упаковкам, ко всем вот этим вот. К этому долго идти. Может быть и быстро, но у нас, видимо, свой путь какой-то. Ну, какой кстати. Да, какой-то Нет, свой. просто я имею в виду, что нет некой таблетки для всех. Вот, нет. И были же моменты, когда, допустим, там, Надежда там, переживала, что... У нас были ситуации, когда к нам приходили люди на очные мастер-классы, и потом, давай скажем так, прямо так вот, в наглую, не меняя ничего в программе, пытались проводить то же самое прямо здесь, в этом же городе, понимаешь? И сначала было раздражение какое-то, было негодование, а потом, ты знаешь, пришло такое понимание о том, что Ну, таких... значит, это действительно классно. Во-первых, это Да? классно, а во-вторых, Если хотят что повторить, это действительно классно. нас повторить очень тяжело просто. Фактически это надо быть нами. Потому что, ну ладно, ты украла, условно говоря, программу, а дальше что? А дальше мы-то идем дальше постоянно, то есть мы стараемся расти как бы регулярно и все такое. Именно мы целенаправленно растем, целенаправленно каждый раз стараемся докрутить в сторону улучшения именно и информации, и как проходит вебинар, и кого поставить в партнера для того, чтобы людям интересно было, да? Вот. Ну, опять же, сам по себе видишь, фактически. Я думаю, что как бы... Другой вопрос, что ну, пока, ну, как бы нас двое, надо команду увеличить. Я тебе вот не рассказал, потому что, Надежда, 3 года назад мы онлайн-курсы вот эти запустили, у нас был как бы на аутсорсинге человек. И не получилось. Фактически просто мы такое получили фиаско такое. И почему? Причины конкретно есть, это все очевидно, потому что там не было надежды. То есть было как... Ну да. Короче, даже не 3, наверное, больше. 3,5, наверное. Ну, неважно. Ну, короче, сняли 2 больших курса, реально нанимали оператора с профессиональным оборудованием, с телевидения. Все в это вот Через это влетают. проходили. Да, Слушай, да, ну да. тогда не было вот такого, что, блин, вот у тебя есть телефон, и все, ты уже оператор, и ты уже Да. прям Телефон-то Columbia другие Pictures Не, просто. согласен, да. Такого не было. Ну, короче, наняли, вложились в это дело, отсняли, смонтировали, там всплывающие там эти тексты, рецепты, там приятная музыка, я вся в белом. Ну, короче, понимаешь, и оно не пошло. Оно не пошло, оно до сих пор как бы вот оно лежит, классный материал отснятый, но С человеком понятно, разошлись, что... ну, буквально, наверное, вот, давай скажем так, до пандемии. А я-то чувствую, что как бы человек-то, он, ну, он реальный, он не пустой как бы. И вот он за это время, наверное, года за 1,5, за 2, он вырос. И мы говорим, давай, попробуем еще делать. Вернулись опять к этой теме, и он говорит, давай. И мы уже очень зрело подошли с другой стороны к организации всего процесса. Надежда все-таки поняла о том, что она фигура номер 1, а не просто ее какое-то видео. Ты знаешь, и... Нет, он тебя не бесит вот свое лицо снимать? Мне всегда кажется, что это херня полная. Вот всегда. И выкладывать, вот это, выкладывать. А потом на себя Думаешь, смотришь, господи. какой ты чмо, да. Ну это... Ты Не знаю, смотришь, у меня кому, такого нет. Кому это надо, вот вообще кому это надо. Честно, Потом да. еще, а он еще пересмотрит себя. Нормально, сказала. Я не могу. Сказала, все запускай. Да, всё, Смотрелся, смотри, получилось. да. Мне все равно, выкладывай все. У меня, я извините, сюда вставлю свои 5 копеек. Я тут для последнего видео, мы сейчас начали YouTube вести, собственно, куда я снимаю. И вот я попросил Лешу кусочек снять, говорю, сними сам, посмотри.
Он говорит, он мне отдает материал, я ему вот, чтобы вы понимали, я ему просто скринкаст на телефоне включил, говорю, расскажи про это вот, здесь вот это ставь, здесь это. Где-то там видео на минуту-полторы. Он присылает там 3-5 кусков в сумме на минуту. Это чего такое? Иди в жопу, я 1,5 часа мучился, я ничего не смог отснять, это вот все, я говорю, ну вот теперь хотя бы, да, у человека есть понимание, что это, во-первых, сложно, потому что ты всегда на себя смотришь, тебе это всегда не нравится. Ты там себя видишь прямо, когда снимаешь. Да. И вот Дим, тут еще, тут понимаешь, дошли до чего? Просмотрели, пусть и бесплатно, некую там информацию о том, как снимать себя, фактически, и потом открытие века. Не надо снимать на вот эту камеру, надо снимать. Вот так ты снимаешь. Вот То есть, сюда. то есть вот ты так. должен, раз. Во-вторых, представляешь, какой вот просто путь фактически, который мне, ну, то есть я-то со стороны вижу, она злится. То есть я как бы ее снимаю, говорю, мне не нравится, ты вот здесь там слова у тебя такие какие-то там повторяющие, здесь вот эти, она злится, давай. Я тебе больше скажу, мы сейчас очень много материала снимаем со стабилизатором. Блин, я, честно говоря, не думал, что мы до этой темы дойдем, как бы, но хорошая вещь, очень. Стабилизатор для телефона. Во-первых, он упрощает Штука такая, держалка. саму которая там съемку. То есть, какой-то там представь, такой- какой опыт. Вот надо было пройти путь, чтобы до этого стабилизатора допереть. Да, поэтому нет стабилизатора, используйте. Это придете к этому все равно. Придешь. Да. И просто, ну, как бы я модели кучу теперь смотрел и определился, какая должна быть модель стабилизатора для того, чтобы она работала. Какая именно, скажи, потому что мы себя взяли, а она нифига не работает. Смотри, модель называется DJI Osmo 3. А сейчас есть новая модель DJI Osmo 4, но посыпались некие отзывы на то, что там есть магнитный держатель, и якобы, когда ты проводишь трансляцию, он может повлиять на работоспособность телефона. Я только поэтому не купил этот Его именно четвертый, Мгм. я купил тройку, но там в чем хорошо, там есть бесплатное приложение, которое фактически может отслеживать тебя в режиме реального времени, когда ты передвигаешь. Ходит за тобой, да, поворачивается. И плюс там работает и зум, и кнопка, и все, и он, блин, ну прямо, вот, надо даже сказать, классный прям, ты вот очень качественно Штука, сделан, можно носить такое, типа. очень классно сделан. Да. И часть процессов, когда особенно я близко снимаю, нужно снимать, ну то есть, вот ты устанешь держать там 5-7 минут, руки начинают там где-то трястись, а тут спокойно, ты куда ни повел, он раз, завел. Ну и плюс у нас еще, грубо говоря, есть все равно там, если, допустим, у вас, наверное, больше все-таки это крупный план, то нам нужно показать Детали, близко детали. и руки. Мгм. И поэтому ты с руками, ну как вот ей мешать? Тут Да, палку ты да, подвел, да. она раз его и все посмотрел. То есть вот Согласен. в этом плане. Согласен. Плюс сейчас вот дойдем тему по поводу линз на смартфон. Мгм. А вот то, что я тебе посоветовал, вот этот парень, вот Да, этот Никита, да. он Я же, с ним списался, я говорил. он же снял курс сейчас Да, не съемки на iPhone. 12, Да. 12 Pro Max. Вот. И как бы Я все про тебя нажал. Я, короче, купила ему на Новый год подарок. Он не знал. Мгм. 12 Pro. Вот с такими камерами, 3. Сегодня какое число? 15 февраля. Он до сих пор его не открыл, представляешь? Ужас. Я вот супруге, ну с супругой, вернее, мы купили ей такое, так она открыла вот там же, вот прям вот, без разговора. Я думаю, что мы Это плохо. разведемся. Да, это Тут вполне ты- Мне закономерно. кажется, что мы разведемся. что Да. ты, я вот рамку жду. Из-за этого. Я рамку жду. Нет, просто штука Это 11. Да. 11 прошка, а у Все, меня все лучшее любимое, да? У меня Я вот- также все. X-Max. Нет, мне он нравится, на самом деле. Слышал, да? Нравится он, знаешь, чем? Ужас. В нем памяти 512, а в том 256. И что, облако подключил и все. Подключил, оно, знаешь, уже на гигабайт 300 уже забито, понимаешь? Там осталось чуть-чуть. И Мгм. я жду рамку, объясню почему. Для того, чтобы 12 Pro Max это телефон, который не подходит ни под одни размеры. Он самый большой, и вот эти все приблуды, которые именно на обычный телефон, Ну. они не подходят под него. Приблуды какие именно? Я Линза. что-то- А, линзы. Всё, Линзы, кстати, я понял. крепеж и так далее. Кстати, к штативу подойдет, нет? Я вот что-то А вот не эти задавался нет, вопросом. нет, я тебе объясняю. И Ну вот он рамку заказал. рамку Которую заказал можно- специальную, которая, смотри, смысл в чем? Ты одеваешь рамку, Да. идет в крепкий защелк линза, и ты спокойно на штатив его ставишь, потому что там
куча в этой рамке Ну, всяких приспособлений. позов чтобы и держалось. приспособлений, чтобы ты его удержал. Всё, понял. Но представь, за 130 косарей у тебя просто, ну, со штатива бахнется. Блин, там один монитор на 1080 стоит. 1,5 месяца уже жалею. Ну, я как бы, нет, я жду рамку. Синий, классный, представляешь? Скажи Я кому-нибудь. себе заберу. Вообще скажи, Да, я скажи всем кому-нибудь. я в А группе сейчас, сегодня если напишу. он выложит, это вообще просто Вообще Да, в группе да. напишу. трэш будет. Что касаемо айфона, смешной случай был. Я-то такой думаю, ой, денежек накопил, сейчас приду в магазин, сейчас куплю. Мы приходим, я говорю, нам, пожалуйста, это 12 айфон, нам говорят, простите, ну, максимум Кто предзаказ. вы такие, да? Я такой думаю, черт возьми, ты готов отдать котлету 120 тысяч рублей. И тебе просто говорят, мальчик, иди, пожалуйста. Это вот так надо подавать, да, чтобы Да. тебе люди деньги несли, а ты еще говоришь. Знаешь, деньги. я тебе могу сказать, что у нас большинство курсов продается, пока он даже еще, ну, как Воздух. сказать, Мгм. Ну, пока еще воздух. он Так же, как у нас черный фотофон, который Да, вот он пока отправили еще в только фактически, в голове, да, нет, это называется даже не продажа, это понятие управления продажами, это несколько другое. То есть, когда ты действительно, люди хотят купить то, что знают. Почему это? Бренд, лояльность, там, и вот начинаешь куча как бы вот этих факторов, там, хорошо преподносит материал, там, общение за кадром идет, дальше материал ценный поступает и так далее и тому подобное. То есть, это вот как раз вот тот фактор, который в том числе, ну, использует тот же Apple. Ну да, понятно. Просто в большем масштабе, наверное, отличие от нас. И вот если эти Что у меня технологии... Apple до сих пор, да? Да. Не помню, да, я тоже так думаю. Просто тебе же говорят там, что на этом много не заработаешь. Я что хотел спросить. Вот, Надежда, предположим такой вариант. Ты не снимаешь видео неделю. Сильно ли поменяется у тебя, ну, вообще не выходишь в сеть неделю? То есть это привязка тебя как бренда, либо это выстроенная система, которая будет работать без тебя даже там условно на старом контенте. Вот как, представь, неделю не будет работать. То есть личная привязка к тебе. Пробовала ли вот выходить, так условно, уехала куда-то? Пробовала. И потом очень долго восстанавливаться. Я не знаю, долго для тебя месяц или нет. Для меня долго. 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 Я же Месяц понимаю, что долго. это сейчас будет по сути впустую. Смотри, есть Сейчас у нас же две площадки, да, которые работают. Одна хорошо работает, вторая так, условно хорошо работает. Мгм. Это в вашем конкретном Да, случае. Мгм. ВКонтакте и Инстаграм. Но в Инстаграм я реже появляюсь, чем ВКонтакте. Но ВКонтакте работает таким образом, что я раз в день, как минимум, должна что-либо сделать там, да, то есть я либо пост должна выложить, либо там какую-то активность замутить, опросик, там что-то, то есть я должна появиться там раз в день, пусть не лицом, пусть там своей работой какой-то, своим текстом, чем-то, да, и если ты пропадаешь на неделю, проседает здорово. На самом деле давно не пробовали, и я тебе скажу, что... Мы просто больше не рискуем. Ну, я думаю, был опыт и... Да. Нет, опыт был, но народ начинает спрашивать, что случилось. Нет. Мгм. То есть в админе, представь, там сейчас порядка 15 тысяч подписчиков. Я имею в виду сценарий рассылка. Мгм. Это когда... Те, кто дает добро на получение сообщения, лично тебе, письма. Нифига себе, 15 тысяч. Вот даже вообще даже не Нет, ты написано. представь, и У нас. я тебе скажу, что этого количества было намного больше. Да. Конечно, ведь ты... Как определяется лояльность, да? То есть у тебя, вот, условно говоря, к тебе умными понятиями, там, пообщаемся, да? К тебе в воронку зашел человек. То есть если человек, грубо говоря, в течение там, 10-15 рассылок, которые ты делаешь своим контентом, от тебя не отвалился, это говорит о том, что он кто? Он лояльный подписчик. Он лояльный, то есть он не отписывается, ведь эти кнопки сейчас, и тем более ВКонтакте сейчас очень жестко с 1 апреля ведет эти понятия. То есть если ты не спросил разрешения, если ты не в рассылке не предложил ему отписаться в кнопку, то тебя Не забанят. предложил, в смысле, если не хочешь, да, в один Да. клик. То есть или какое-то кодовое слово, которое через бот проходит, или просто даешь ссылку на отписку. Вот, я тебе скажу, что понятное дело, что не всем может нравиться не Надежда, не всем нравится, может быть, контент, не всем может нравиться, с какой периодичностью мы этот контент подаем, делаем рассылки и так далее. Но вот это условно постоянное число, оно постоянно растет. Это самое главное. Это говорит о чем? О том, что стратегия контента выстроена правильно, о том, что мы не даем всякую, то, чего на белом свете вообще не может быть. И
негатива, соответственно, нет, как такового. Вот, и поэтому это тот самый так называемый индикатор, да, наверное, который говорит о том, что мы, в принципе, на правильном пути. Ну ты зря так, негатив есть, но его Нет, я не говорю, что его совсем нет. меньше 5%. А в чем негатив? Вот к вам, может, вот у нас понятно, у нас продукт, да, который не зашел, и вы дальше решаете вопрос. У нас там целая уже у девчонок методичка, как решаем проблемы, да, либо это возврат, либо это объясняем, что не так делает клиент, да, там, ну, то есть разные ситуации бывают. Какой у вас негатив может Уровень. быть? Здравствуйте. Здравствуйте. Я посмотрела ваш вебинар с самого начала до самого конца. Да. Отвратительно. Все, да? Отвратительно. Знаете почему? Потому что вас снимает муж, это непрофессионально, я Ух ты, считаю. какая. Мне было неприятно, что вы в течение вебинара периодически с ним общались. Ну, то есть я же ему говорю, вот здесь надо показать поближе, вот здесь подальше, там, и так далее. Непонятно и вообще неприятно было смотреть. До конца досмотрела, смотреть было неприятно. Нет, ну здесь надо только возрадоваться, потому что у людей такой серьезный вкус, что мне кажется, если у них там будет снимать не Кубрик или там, не знаю, ну мне сложно вообще Нет, таких это- людей найти, то на это уже сразу автоматически плохо. Это Фантастика. отчасти все-таки это больше зависть какая-то. Да нет, это ну просто это. Мне кажется, это... Нет, это вот это это. называется имхо, там личное мнение и все. Вот, Ну, то да, есть как да. бы. Потом дальше, например, Хрена споришь. так, вы что, нам прислали письмо, в котором ваши спецпрограммы? Не, мы ничего покупать не будем. Так не покупайте, я же никого не заставляю. Я не, ну, фактически я никого ничего не Ну, заставляю. по факту дали бесплатно. Да, я никогда не пытаюсь дать материал типа того, что давайте все приходите, расскажу, вот секрет расскажу, прям секрет расскажу, да. Приходите, вы придете, я расскажу секрет. И вот, ну, там, допустим, весь вебинар ты сидишь, просто тупо впариваешь вот, ну, свои программы, вебинары и так далее. Нет. Всегда стараюсь дать, ну, вот реально что-то такое реально нужное, интересное, что Не зайдет, что-то и то, что такое. И у то, них что люди получится. смогут. Ну, Ну, реализовать, да, Да. потому что И- можно дать что-то, ну, вот что представь. вообще там Даже, 1%. ну, как бы посмотрела там. Кто мне еще письмо прислала? Я думала, там будет только подробная технологическая карта. И все, да, И и как всё. бы То есть, не наша гриф. Мне неприятно. Я пришла, поэтому вы мне уже изначально обязаны предоставить. А я не смогла до с конца. Вы обязаны мне дать посмотреть повторно. Дали повторно. Дали повторно. Нет, меня опять не устраивает эта тема. Я опять не успела. Ты какая. Ну, вот так вот. И вот такие, ну, Все бы хорошо, но на это приходится отвлекаться. Ну да. Это да. время. А вы сами, да, обрабатываете такие возражения? То есть Конечно. это не отдельный человек? это я говорю, это все. Надо отдельного человека. Отдельного Я не человека, могу да. это обрабатывать, потому что я, ну все, я Да. псих после этого. Я понимаю, да. Потом, Особенно, когда ты видишь, осознаешь, вот ты что должен видишь, просто да. понять. Вот представь, у тебя в режиме онлайн присутствует, вот последние разы, это порядка там 4К. Да, я офигеваю с цифр, правда. Нет, без шуток. Мне просто Алексей говорит, там 4К уже зарегистрировались. Нет, у нас в этот... Бывает больше, мы хотим больше. мы Нет, хотим это больше. круто. Дим, у нас в Просто этот раз регистрации было 6 тысяч. Вот последний вебинар. 6 тысяч регистраций. Я не могу реагировать. И в итоге там со всеми ухищрениями посмотрело порядка 4,5 тысяч человек. Это чисто прямой, да? Это не запись, а вот чисто Нет, прямой. прямой смотрело где-то порядка 3,8. Мгм. И вот плюс еще прямо слезно, вот прямо Повтор, да. повтор А, где-то человек, да. нет, там больше смотрел, там больше, чем 700, там в регистрацию повторно зарегистрировалось порядка еще 3000 человек, это плюсом. Да. То есть у нас новые зарегистрировались где-то около 1900. И вот 1100 пришли те, кто не успели, захотели посмотреть и так далее и тому подобное. Нифига себе. То есть мы еще- вообще дикие цифры. Ну просто так не умеем. Это Я дело восхищаюсь. Всё Не-не-не. будет. стремиться просто Конечно, надо. конечно. И понимаешь, и когда люди потом пишут там, я не знаю, там 500-700 отзывов вечером в пост пишут 500-700, как они уже эти пончики приготовили, как у них все получилось, что у них вот идет между собой вот Вся этот страна ела диалог. Вся страна. Я не знаю, Директ все пестрит весной. о том, что они не смогли зайти, потому что они жители Украины, или потому что они зарегистрированы ВКонтакте. А кто-то просто, знаешь, вот смотрю, кто в Инстаграм ВКонтакте ни разу не педрил, он взял, зарегистрировался и пришел,
потом пишет, ё-моё, где я была раньше, вот она группа, оказывается, здесь еще круче, чем ну, в Инстаграм, ну и вот это все. И вот это, вот ты пойми, и вот это... Человек тебе пишет восхищение свое, Да ты попробуй ему как? ответить, понимаешь? Да, не, Он же это- ждет обратную связь, ты понимаешь? Мне девчонки сами скидывают, Дим, здесь должен ответить лично ты, желательно видео. Движуха. Ладно, окей. Движуха идет такая, что ну вот после вебинара это где-то у меня 3 суток работы, 3 суток прямо Реально? вот не отходя. не отходя вот Жесть. везде пошло трын-рын, потом обработка там всяких платежей, вот это все, ну это не Ну, это все. понятно. Потом, ты знаешь, в этом бизнесе еще есть куча технических сложностей фактически, Как везде, наверное. которые приходится вот ну, тупо допиливать. И вот то, чего, грубо говоря, вот мы сделали, да, вплоть до того, как снимать на iPhone. Мгм. Ты вот одна проблема того, что как, например, на твой телефон записать стереозвук. Он же у тебя сейчас не пишет стерео. Ко мне вопрос, я не разбираюсь. Я тебе говорю. Я понимаю, да, ну. Или, например, то есть ты ищешь проблему, но у нас проблема-то другая. Надежда в кадре, я за кадром. И нужно снять таким образом, она ведь не только в прямом плане. Мгм. И не будешь же на нее вешать кучу проводов, приборов и вечно таскать. А тебе нужна как бы прямая трансляция, Чтобы когда звук был хороший. звук был хороший, потому что ну, бывает вебинар не смотрят, его слушают. Мгм. Смотрят краем глаза, потому что муж, потому что готовит, потому что дети где-то рядом. Такой как бы контингент. И если плохой звук, народ Потом начинает тебя отваливаться. просто заваливают возражениями, а я там не слышал, а что там в рецепте, это же жесть. Это Поэтому такой тебе, ком сразу. тебе рассказываю на всю страну лайфхак, если вот, оказывается, с версии, там, наверное, XR пошла, да, Apple придумал возможность подключать два iPod'а, Мгм, мгм, два комплекта. мгм. Ты вставляешь свои уши, Да, кто-то да. ведет свои уши, и ты разговариваешь. Это Причем, как микрофон. Нифига. причем, Нифига. если ты пишешь На обычное комплекте видео, не одно ухо, второе ухо. Одно ухо, второе Одно. ухо, одно ухо, второе Да. ухо, либо комплект и комплект. Вообще. объясняю, как работает одно ухо, второе ухо. Правый ведущий, Мгм. левый ведомый. Мгм. То есть у нас получается очень часто так, что там какие-то доли сантиметров, ну я же не буду, постоянно его искать. Это расстояние, тем более Надя двигается там от стола к плите, потом обратно пошла к микроволновке туда. И вот этот момент я, соответственно, даю ей ведущий, Мгм. ее слышно прекрасно, а на левой слышно, ну давай скажем Чуть так, попозже. ну процентов на 60. А у Мгм. кто вообще не в ладах с техникой дома, там тут не смог прибавить, тут настроить, у них вообще проблема, и они поэтому Надю слышат, меня нет, поэтому у Ну и нас вообще даже отлично получается. приходится потому что- дубляж. Нет. Ну как бы А не зачем, сильно а зачем тебя напрягает. Объясняю. слушать? А зачем тебя А, слушать? Когда я делаю, В чате не я могу же вопросы читать читаю. вопросы. Всё, окей, Я читаю окей, вопросы да. и задаю. Да. Поэтому, когда куча народ пишет, Алексей не слышно, мне приходится ей дублировать вопрос, она его повторяет и отвечает. Понял. Мгм. Это затяжка во времени раз, которая никому не нужна. Вот. Ну, во-вторых, это немножко как бы выходит за рамки сценария. Вот. И поэтому смысл в том, что доперли, что нужно купить два комплекта. Тык-тык, тык-тык, звуки там, причем регулируются, можно на одном регулировать, на втором Мгм, уменьшить и так мгм, далее. мгм. Ты работаешь. Это первый момент. Второй. Когда ты просто пишешь видео, не в трансляцию, наушники не работают. Да? Как так? Так, не работают. Серьезно? Поэтому- А я наоборот записываю. Не, сейчас Леша меня заставляет петличкой. Там, Я тебе просто сейчас объясняю. не брал, потому что не я работает, не- поэтому не- приходится покупать специальную прогу, Ага. ну или какую-то бесплатную, которая может настраивать, наушники цеплять и работать как микрофон на прием. Но встает другой вопрос. Начинается проблема с шумами. Тебе Мгм. приходится их чистить. То есть, если мы говорим в чистом виде в хорошая запись, то приходится, не хочется обрабатывать, времени нет, а придется. А теперь тема такая, когда ты пишешь онлайн-трансляцию в Инстаграм, ВКонтакте или на Ютубе, уже в трансляции, Да. iPhone дает наушникам зеленый сигнал, и он их подцепляет как микрофон. Да, надо об этом еще Вот- разбираться. Нет, я тебе Просто рассказываю, интересно. что разбираться. Вот уже я тебе подсказал момент. Да. И вот этих точек, в которые упирались и которые устраняли, искали, ну я не знаю, кто знает лучше, чем я. Мгм. Именно про iPhone. Поэтому как бы,
опыт бесценен. При том, что у этого человека iPhone лежит 1,5 месяца в коробке. Ну, у меня, я снимаю не на тот или на тот, я имею в виду, что просто, ну, как бы информация. Играть, я разберу себе просто. Без проблем. Да, Без проблем. Вот. Синий, красивый. И вот этих моментов очень много. Вот этот, кстати, Никита Богачев, да, там, на котором мы с тобой сейчас говорим, да. Вот. Он все-таки он делает не фото. Все-таки он делает видео, и я думаю, что в каком-то моменте, возможно, вам именно вот этот функционал именно видеосъемки на iPhone со всеми прибамбахами пригодится. Да, наверное. Надо просто Саше. У меня супруга занимается съемкой, и как раз таки вот то, что фон сейчас сделали, честно сделали для нее. Более того, мы даже заметили парадокс, или не парадокс, а, наверное, логическое даже какое-то происхождение. Мы снимали просто на складе. То есть нам было важно показать, что вот мы живые, да, вот как бы если мы здесь вот проводим там офлайн встречи, да, что мы живые, вот там заведение, все понятно. А нам важно было снимать, чтобы вот склад, вот фоны сзади, а вот мы снимаем акционный набор. И продажи условно были на одном уровне. Мы создали это, вот взяли, построили с Лешей, там 2 дня потратили, построили этот деревянный фон там 1,5 на 1,5, сверху его еще нарастили, он выше меня сейчас. И у нас резко продажи выросли на акционные. То есть можно зайти в ленту и посмотреть, что у нас эти акционные просто там вот обновляешь страницу, они хоп, новый. Там через 5-10 минут зашел, обновил страницу новый. Потому что его купили, а мы сразу новый закидываем. Ну то есть они у нас отсняты. Очень. И просто вот так вот. Дим, очень, я это тебе вот скажу, как раз очень картинка. много пересмотрел интересного материала как раз именно по съемке, когда ты в кадре. Мгм. То есть вот именно свет, звук, то есть вот эти все, ну, влетает, на самом можно сделать своими руками, можно, но надо обладать знаниями и надо обладать руками. Но если вот все делать покупное, то все равно влетает в определенную сумму, когда, чтобы все-таки ты как тот человек, который объект съемки, выглядел в выгодном свете. Это достигается за счет света, за счет контрсвета, за счет там всяких прибамбасов, плюс звук. Вот это все. Это вот, если к этому прийти, материал, особенно на Ютубе, да не только на Ютубе, я тебе скажу так, что как бы становится просто реально классным и сочным, потому что все-таки сейчас уровень вот от кустарного какого-то момента, да, вырос в сторону профессионализма, когда преподнесение вот этого всего как бы видеоконтента принципиально новый профессиональный уровень. Если ты до него доходишь, ну, я думаю, что смотреть будет больше. Потому что YouTube, в том числе, я тебе скажу, что YouTube, он каким-то образом, алгоритм его подцепляет. Хорошего качества, плохого то есть качества. даже на качество подцеплять. Да. То есть они, эти все алгоритмы Хочется сейчас верить. конкретно допиливают, поэтому к этому я считаю, что есть Ну, смысл ты, с одной стремиться. стороны, прав, с другой нет. Ну нет, почему? Если они в кадре что-то делают, надо, чтобы все, и они фотогенично выглядели, Нет, надо. и продукт Конечно. фотогенично. С этим Если на этом сильно зацикливаться, можно ничего не сделать. Не-не-не, а зачем зацикливаться? Есть свой вариант, потихоньку его расти. посмотреть. Вот Надо двигаться. почему я спрашивал, да, как вы шли к этому, потому что, да, эта история, наверное, она у всех плюс-минус стандартная, да, мы делали, анализировали, делали лучше, да, и вот такой по ступеням вход. Вы-то как Мы на нашли самом деле- фотофоны вообще? И сколько у вас там? Сейчас расскажу. У вас двое? Ну, как бы, Ну, организация, основатели, да? Основатели, да? Но в команде... Так что да, касаемо видео, просто закрыть эту тему, я понимаю, что... Я тебе скину ссылки на того, кого я смотрел, и кто, в принципе, Огонь. по моему понятию, действительно, ну, четко разбирается, что нужно делать. Мгм. И, ну, даже, знаешь, ну, элементарно. Ты копируешь какие-то моменты, посмотришь и говоришь, Да, уже лучше. Уже. Да. Ну вот у меня часто такая болезнь в голове, что если начинаешь делать, надо делать хорошо. И вот прям хорошо-хорошо, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты вот все это время сидел, нифига не делал. Да? И вот только продумал, и как это хорошо. Поэтому мы забили на это, мы действительно Нет, сейчас от видео к двигаемся. видео улучшаемся, Да. да, но обязательно снимаем. То есть, чтобы анализировать. Вот мы сейчас, например, последнее у нас нововведение было, поскольку нам не понравилось там предыдущие 2 видео, давайте мы будем делать его строго по плану. Не в плане сценарном, а в плане производственном. Как я его снял, я его выложил. Человек в этот день должен дать какие-то обратные связи мне. Леша, поскольку он является продюсером, он должен там сделать следующее. Да? И вот чисто разбито на цикл в неделю. Поскольку снимаем раз в неделю, это должно быть сделано. И вот я сейчас понимаю, что да, предыдущее видео мне тоже не понравилось, хотя я, наверное, самый худший зритель себя.
то мы потихонечку сейчас растем. И мне кажется, вот именно такой подход, он будет постепенно давать какие-то плоды. Ты знаешь, все-таки, что касается плохо-хорошо, тут нужно оценивать себя вот с какой точки зрения. Ты можешь улучшаться сколько хочешь, но основной, скажем так, показатель, который скажет о том, что все хорошо, это продажи. Мы же все, ну, то есть да. фактически ведь... Это очень приятно слышать человека, который говорит на твоем языке. Я только за. Потому что все-таки конечная цель, ради чего это делается, ну, понятно, мы сейчас говорим про миссию, о том, что да, товар должен людям нравиться, товар должен быть востребованным, он должен быть полезным и так далее и тому подобное, но очки кармы, как говорится, должны быть продажи. Если продаж нет, и ты там, извини, убиваешься, то какой смысл? Согласен. Ну, как сказала ранее Надежда, что очень важно, чтобы у тебя, ну, деньги это будет являться показателем твоей ценности в мире. Тем более не мы, не вы, мы же не перепродаем что-то, купил, перепродал. Да. Мы создаем. Да. То есть мы этот продукт создаем и выносим на рынок. И вот этот момент, ну, я считаю, что каким-то образом для того, чтобы дальше какое-то вот это желание двигаться было, ну, должен быть какой-то результат. Тима, сколько тебе лет? А сколько дашь? Ну, нет, дам таким, может, много, но сколько? Я не хочу тебя перебивать. Мне 26. Я почему-то стал думать, что мне 27, нет, мне 26. Почему я тебя спрашиваю? Ну, представляешь, что тебе 26 лет, у тебя уже своя компания по производству фотофонов, ты думаешь, как это можно улучшить, сколько можно еще заработать, и ты представляешь, сколько у тебя еще времени впереди, и сколько ты можешь свернуть. Это же, круто. Да, я думаю, я надеюсь, что так, я не думаю, я надеюсь. Нас еще как бы толкает к ускорению, к работе без остановок вообще. Но то, что, ты понимаешь, вот смотреть на видео на человека, которому уже 50 лет, да, это уже другое, да, понимаешь? То есть есть реальные шефы, которым, они уже в таком хорошем, зрелом возрасте, да, у них знания бесценные просто потрясающие. Они в голове могут сконструировать невероятные вещи, до которых тебе еще расти и расти. Но смотреть уже неинтересно. Ты его выигрываешь картинкой уже. То есть... Не то, что картинка, не то, что я там моложе и так далее. Нет. Просто темп жизни другой. Все равно меня смотрят люди примерно моего возраста, да, от 30 до 40, плюс-минус, да, но в основном от 30 до 40. И если уже старше, там сложнее, да, там просто сложнее, потому что, про заботу не будем говорить. Выгорают люди, что ли, так можно сказать? Не знаю. Вот поэтому торопишься Не знаю, мне будет 42, я вообще не парюсь по этому вопросу. Вот просто не париться вообще никак. Как же тут париться-то вообще? В кармане iPhone 12 не раскрытый, что тут париться? Не парюсь вообще никак. Поэтому я тут, грубо говоря... я думаю, что, прости, перебью, вот как у тебя, как и у Леши, у нашего, у вас функция так хоть, прости, хоть в 90 лет, да, если это удобно делать, то пожалуйста. А здесь Надежда говорит как раз про то, что тебя же будут смотреть, именно тебя, да, как лицо, тебя будут смотреть люди, и они будут тебя, так или иначе, сегментировать. Тогда вам пора ускоряться. Нам пора ускоряться, да. Что-то вы зависли. Зависли. Нет, а мы сейчас время не тратим, мы снимаем. Нет, я к тому, что... Да, в этом плане, в любом случае, да, надо торопиться. У нас такая история, что я выполняю, как Леша говорит, материнскую часть в команде, да, то есть ребенок есть, и я над ним краплю постоянно. Ты Леша, да, мать. он батя такой, который, чисто самцовый, сделал, пойдем делать следующего. И я его очень сильно торможу в этом плане, то есть я понимаю, что ему надо более реактивно подходить, и у нас только последний месяц, наверное, в этом вопросе какая-то органика появилась, то есть у него идея, наверное, с института мы с ним знакомы и дружим с института, и у него постоянно была идея приложений, делать приложение, это чисто его система, потому что, он мыслит чисто цифрами, а там вот только у тебя цифры, да, конверсии, показатели, KPI и прочие CTR, там огромное количество, а он только так и мыслит. Поэтому мы сейчас сошлись на то, что я говорю: Лёх, я ничего не понимаю в этом. В плане, нет, цифры понимаю, в показателях все понимаю, я говорю, я не понимаю, нужно ли это, не нужно, это приложение, давай запускать и все. Вот мы сейчас так разделились, что
Я занимаюсь как раз фонами в большей степени, ну вот не считая конкретно сегодня, потому что сейчас Да он не чё? там, а он как раз приложение. Да, то есть он нашел людей, они сейчас делают Что за приложение. Вот это опять же его чисто, все сколько времени я его знаю, все время он про это горит. Есть очень много приложений, которые типа как задачник, да, Todesk или как-то он называется. Ну, короче, листы задач, где галочку ставишь и прочее. А у него все то же самое, но про идею твоей личной жизни, про цели и прочее. Как вот это выстраивать, какие у тебя вот условно твои задачи в день связаны с твоими целями там в будущем, или какими-то отложенными, или супер важными целями. Тяжелый процесс. И он, это вот я говорю, мы с ним знакомы с моего второго курса, то есть он был на первом, я на втором, он постоянно про это горел. И мы все постоянно как-то переносили, и тут уже я все понял, что нет, ну, как бы я не могу себя полностью вытащить из фонов, а ему надо этим заниматься. Ну, то есть вы насколько немножко ты знаешь. разделились. Не немножко, а немножко разделились. Да я не знаю, мне кажется, наоборот, вот в этот момент мы сейчас объединились, потому что я принял его сторону в полной мере, и я не то, что там, нет, Ну, то давай есть он фон, в давай это, фон. в это дело тоже инвестировали, понятное дело. Да, конечно. И силы, и времени, и деньги, все. Вот. Короче, фонами занимаемся также, фоны нас впирают, постепенно что-то придумаем новое. Ну вот нас вот Леха толкает вперед, что давай что-то. Ты понимаешь, эта вот система тоже, кстати, вот, ну, он говорит, вообще говорит, тяжело. Тем, кому 40, Ага. вот это вот планирование, да, это путь к своей мечте, которая расписана по полочкам, да, там цель за цель, там вообще далеко. Я об этом знаю, но я не представляю, как так можно жить, да, потому что у меня вот она идея в голове возникла, ну как бы, ну вот она вспышка, да, и ну вот как бы я ее реализовываю, да. У меня нету там каких-то вот, ну, этапов, которые я там к ней иду, да, ну, оно прям вот, ну, я не знаю, вот пока горит, оно делается. А как она потухла, все, я забыла уже. Да, вполне. А у нас от 40 это как? Нет, Сегментировали нет, сейчас. Да и просто я тебе как скажу, я же наблюдаю, как люди воспринимают информацию, понимаешь, ко мне же разные приходят, там, от 14 лет до, ну, реально преклонного возраста, без смеха. До 70, то есть там, это круто, 70. это такой охват шикарный. На очное, да, если заочно, если онлайн я Да не и могу в так, заочке ну, тоже не могу за так все 60 равно много народу. четко почувствовать их, да, потрогать их, то здесь-то я с ними прям вот, ну, я понимаю, как они воспринимают, да, и я пытаюсь доносить тогда некую информацию, так как они ее понимают. Люди понимают информацию очень по-разному. Может быть, потому что кто-то еще, ну, молод и мозг готов все впитывать, а кто-то уже все закостенел. Я думаю, что немножко по-другому. Просто каждое поколение, оно и воспитывается по-другому, да, и каждый раз оказывается в новом мире. Ну, представь, Да, блин, мы конечно, родились. всё так. Ну, Да. ты ладно. Мы родились. Ну, не было В другой сотового стране, телефона, да, у по-честному. меня сотовый Вы телефон родились точно, да. появился телефон у меня на первом курсе института. А у меня в 4 классе. Вообще-то, Да. ну, Unreal, просто Unreal. другая вселенная вообще. Там мы калькулятору в школе радовались. Калькулятор, блин, в школу принес. Офигеть уже, да, там у кого-то там в старших классах пейджеры. Ты вообще, наверное, не знал? Нет, ну, Как-то слышал, да, да, слышал, да, что Ты это пейджеры помнишь? Да, я про Ну, что, я про пейджеры что это говорю, вот у что, меня были. возможно, молодые будут жить по той системе, по вот этому приложению, про которое ты говоришь, да, потому что им это интересно. А вся жизнь реально в телефоне стала. Здесь нет, здесь как бы еще реальная жизнь, да, здесь еще как вот это санки железные, погорки, там все дела. Алексей, ты понимаешь, что мы разделились сейчас, сегментировали тебя и нас, молодых? Нет, это ты понимаешь, я считаю, что мне большой плюс, что я могу и там быть. Да. Ну, в силу знаний точно, как минимум. Это Но раз. еще желание. Это раз. А во-вторых, ты знаешь, ну, как бы, не знаю, цели, которые у меня какие-то стоят, да, ну, там, не знаю, там, по отношению. Я тебе к тому, что говорю, он не сможет жить по этому приложению. Не Я в понимаю, силу да, возраста, типа- не в силу возраста, а просто потому что, ну, как бы, он из другой страны, да. Да. Он из другого периода времени, просто, ну, как бы он не сможет. Я не смогу, потому что я тоже из другой страны. Вот, кстати, про эту историю, меня тоже этот вопрос очень пугал, и я говорю, было так, что я не смог присутствовать на встрече с программистами и дизайнерами, которые брали этот проект,
И я Лешу спрашиваю, ну как все прошло? Он говорит, ну, честно говоря, поначалу они нифига не поняли. То есть я им распинал, как вот на нашем с тобой языке, они ничего не поняли. Типа, чем это отличается там, от того же Trello, которым вот мы сейчас с Лешей пользуемся? Простой задачник, ну, канбан, типа карточки вот эти переносить. А мне пипец нравится, ну не суть. Бесит, вообще не могу. Вот, а мы его просто оптимизировали под себя. То есть, вот мы, по сути, это же приложение, которое увидели, ну, в процентов там, 60 мы его перенесли в этот канбан. То есть, и все. И я говорю, и как? Он говорит, ничего не поняли. Я говорю, и? Он говорит, ну я начал на их языке объяснять. Я говорю, вот смотри, допустим, у тебя задача стоять сейчас там, по этим проектам, она, ну, я говорю, ну там о цели, она там, ну. И вот он говорит, я начал в их, как бы понимая, уже немножко зная их, потому что мы пообщались, просто познакомились как люди, я их цели и то, что я видел в них важное, я вот засунул туда, и они такие, поняли. То есть, может быть, пока даже не время таким приложением, потому что они как-то не так воспринимаются людьми. Ну, по крайней мере, попробуем. Я тебе рассказываю, как делаются вообще прорывы в некоторых отраслях. Ведь с чем сталкиваются люди в продаже? Люди сталкиваются в продаже с одной простой проблемой, что они не смогли создать проблему в голове у людей. Которую этот продукт будет решать. Да. И если мы говорим это все с нуля, то сначала создается некий пул проблем. То есть вот это знание о том, что оно есть. Только потом пойдет продажа. Ты не сможешь продать то, чего людям не требуется. Когда есть проблема, появляются потребности. Да. И скажу так, что путь этот нелегкий, потому что для того, чтобы создать порой новый продукт, сначала нужно обозначить проблему. Но на это требуется вложение. Эту проблему обозначают все продвиженцы личности. Пусть они обозначают. Даже не так, как там, ну типа Блиновская, Петя Осипов, Пусть кто Мария, угодно, я не против. как ее, Солода. Я говорю о том, что одно дело Они говорить, сделали эту проблему, да? То есть Одно им надо дело как-то говорить. Я определиться понимаю, что и ты хочешь решить. сказать, да. Я понимаю, сказать я могу тоже. Сказать, всё. да, а вот Я как её всем обозначить? нашему сыну тоже говорю, что измени отношение к определенным вопросам для того, чтобы у тебя получилось в будущем. И пока он не поймет, что его отношение не то, которое надо, он дальше цель не достигнет. То же самое и здесь. Говорить-то можно со стороны там, всех, там, вот мне тут рассказывали, там, вот эти ребята с Нугубой говорят, там, типа, вот, к нам Игорь Ман приходил, исследовали и так далее. В итоге ничего, пустота, потому что движения нет. Эту-то проблему нужно не только обозначить, ее начать нужно культивировать, для того, чтобы в головах людей-то она нарисовалась, а только под это потом придет продукт. Я не про это говорю, что это не совсем новое, это уже есть, и поэтому есть вероятность, что оно выстрелит. Может быть, да. Я пока ничего не хочу загадывать. Мы когда-то уже делали приложение. Сам первый у нас проект с Лешей был. Это 2 студента. Денег нет от слова совсем. Наскребаем 150 тысяч и влетаем на них. Денег нет совсем. Не-не-не, а работали нон-стопом. Ну, то есть студенты работали нон-стопом. Что ты знаешь про то, что денег нет совсем? Нет, ну правда, то есть ты работаешь и просто их откладываешь, а в итоге вас кидают, потому что, вы тоже там вообще придумали просто нереальный проект для этих денег, для 150 тысяч, ну типа каучсерфинг, путешествовать, бесплатно путешествовать, мы вот типа такого придумали, и, короче, влетели на эти 150 просто и все. То есть, как бы опыт влетов есть, не хочется его повторять, а вот попробуй, чтобы как-то... Они неизбежны. Да, они да. неизбежны. То есть ты, бывает такой вот фактор влезает вот в эту Что-то тему. случается рано, да? Да, Хуже да. этого Когда дальше. ты уже, когда тебе 25, Да. когда И тебе деньги. Она 30, тебе сейчас Зато смешно. подняться. да? Да. Потом вообще Многие просто не могут подняться, все, то есть их не клинит. остаются, да? Они психологически встают в блок и все. Да. В завершение темы про меня, что про меня, я к вам приехал, хочется про вас говорить. Мы просто с Лешей когда-то закусили, что давай вот если начали работать, то до конца, в плане вот этих всех проектов. И были супер голодные там времена, когда не понимали, что делать, как делать и так далее. Все это проходили, поэтому, наверное, что-то и получилось. Вот, поэтому я не боюсь абсолютно там этих приложений. Не получится сделать новое фигня. То есть это уже вообще точно не страшно. Я хочу спросить про вас, потому что у меня один вопрос, но он больше, наверное, к Алексею. Я не могу понять, почему ВКонтакте, а не Инстаграм? Вот мы пробуем себя ВКонтакте, у нас ни хрена не получается. Мы маркетингом 2 года занимались, реально просто продавали услуги.
Я не могу понять, как... Я то есть потерял вообще уже здравый смысл, как там работать. Ответ, да, на самом деле ответ простой. Если при всех преимуществах, я имею в виду и полезностях, которые несет ВКонтакте, у единственной соцсети, которые есть, понятие бесплатной рассылки. Условно. Это то, что я тебе рассказываю. Это то приложение, которое существует, и я думаю, что они не будут его, ну, то есть, может, каким-то образом преобразуют, что-то усилят с безопасностью, с персонализацией данных, вот то, что я тебе говорил о том, что не подписался или отписался, да, вот эти все запреты. Вот. Но это пока единственная соцсеть, через которую можно выстраивать нормальные ну, как бы автоворонки и пользоваться этим регулярно. Ты в директе замучаешься это делать. Это без первое. дополнительных сервисов? Да. Вы дополнительно пользуетесь? Дальше, второй момент. Инстаграм, в отличие от ВКонтакте, я считаю, что он дороже. Третий момент, который есть. Сейчас в нашей сфере очень многие кондитеры и вот эти все продюсеры и так далее, они так прикормили всякой вот это бесплатными марафонами, и для того, чтобы вот, ну, скажем так, попробовать выгребсти оттуда хотя бы, ну, там, сейчас 1500 подписчиков, да, плюсом, ну, более-менее адекватно, тебе приходится выкладываться по полной программе. Ты предоставляешь настолько профессиональный бесплатный контент, и они настолько к этому, они не хотят покупать. Не хотят бы. И плюс... Зажавшиеся, да? Ну, грубо говоря. Ну, скажем так. Насытившийся. Слишком много предложений, да. Но ответ вообще на самом деле простой. В провинции Инстаграм не работает. Больше работает ВКонтакте. И мы сейчас говорим все-таки по Если территориальному мы признаку. говорим про Москву и про Санкт-Петербург, то это Инстаграм. Ну, не только Сибирь можно взять, там тоже работает. Я просто говорю, что... Но есть глубинка, там вообще, простите, одноклассники, мы как бы не варимся, вообще, то есть... Не пробовали, кстати, себя? Вот, Не пробовали. Просто не пробовали. И вот объясняю, когда бывает, провожу эфиры внутри нашего аккаунта, когда именно по продвижению рассказываю, все-таки с ними почти сколько там уже, добрых 6 лет конкретно, вот так, не поднимая головы, пахоты, работы в соцсетях с продажами, продюсированием и все такое. Скажу так, что по территориальному признаку очень сильно, правильно, Надя говорит, отличие. Здесь Инстаграм, вот, допустим, Ярославском просто Когда я начинала, мне нужно было набирать мастер-классы. Мастер-классы, естественно, что на меня как кондитера никто не знал же. Я набирала в Ярославле. Где набрать? Ну, Инстаграм у нас был вот такой. Вот такой в Ярославле был Инстаграм. Он никуда не делся. Поэтому больше развивали ВКонтакте. Да, так пошло. И, естественно, аудитория выросла в первую очередь там. Большая аудитория. Да, и долго очень я сопротивлялась. Я вот буквально год мы только в онлайн пошли. А до этого я настраивалась только на очное обучение. Ну, поскольку мы не выездные. Да, ко мне приезжали из разных стран. Приезжали из приезжали. Китая. Из разных городов. Из Китая. Из Канады. Из Германии, из Канады, Приезжали с Дальнего Востока, с Калининграда, потом приезжал из Африки. Потом мы Ой, только Евровидение. потом, вот год, всего год, как мы запустили вот эту группу ВКонтакте на всю Россию, грубо говоря, да? Офигенно. А Инстаграм развивался сам по себе. То есть, ну, как бы я туда дублировала посты. Сказать, что я туда денег много, да нет. Да нет, оно само там выросло. Да, там больше людей, но я там столько не зарабатываю. Непонятно почему. Почему непонятно? Нет, мне все понятно, я говорю, просто... Ну, ты технически видишь, что там инструментарий, он, конечно, шире и прекраснее. Да, а во-вторых, я тебе больше скажу, что до сих пор, ну, это ведь блог Фейсбука, Дуров, все дела, там, Цукерберги эти все. Я говорю к тому, что эти ребята с учетом того, что как бы идет более закрытая соцсети, Сегодня взятка, да? ты не сможешь вытащить нет, просто не существует парсеров, с помощью которых ты можешь действительно досконально изучить свою аудиторию. С инстачата ты имеешь в виду? ВКонтакте эта возможность есть. ВКонтакте есть, да. И
в принципе, некоторые слепки аудитории можно частично перенести на Инстаграм, но только частично. Дима, еще возраст. Опять кстати, возраст, да, 100%. Это не кстати, да, это 100%. Инстаграм, вот самые активные пользователи, Молодежь. это от 24, да, и, ну там, скажем, до 28. Все, что старше, это ВКонтакте, Фейсбук и дальше там. Они Одноклассники. силятся, я же смотрю кондитеров, они же силятся там, ну не знаю, там 300 подписчиков. И они все, понимаешь, они никак все не поймут. Вот у них оно не идет. Почему? Потому что когда ты смотришь, живут в каком-то небольшом городке. Ну ты там хоть как вот. Их говоришь. вот так, а им Не говорят, будет там больше им просто. все, там идет массовое давление, такой прям информации. Да вы что, Инстаграм это первый, второй, третий, а вот. А оно никак. А оно никак. И всегда людям задают. Ответьте себе на один вопрос. На один. Зачем вы в соцсети? Спрашивают, куда сейчас перетечь? В Инстаграм, ВКонтакт, Фейсбук, Да. там, Перетечь, в чтобы ТикТок. что, да, как Чтобы да. что? Вы вопрос неправильно задаете. Вы когда начинаете отвечать на вопрос, для чего вам соцсеть, сразу стоит ответ. Если вам он для продажи, тогда, соответственно, вы обязаны начинать не просто там раз в месяц или какую-то картинку плохого качества, или там нет подписчиков, продаж нет, нет социальных доказательств. Так не бывает сейчас. То есть, если ты хочешь продавать через соцсети, ты обязан в них вкладывать прежде всего время. Ты должен креативить, ты должен вкладывать бюджет, ты должен постоянно что-то делать. Люди не готовы. Люди думают о том, что им сказали, о том, как правильно сделать ключевик для того, чтобы в поисковой строке он находился. Это самое главное. Условно сделать как УТП, а все, что потом, кто-то должен за них. Это так не бывает. Это Сказал прям самый главный глоссарий людей, тех, которые вот думают, что самая главная картинка. Ну, то есть, И когда ты понимаешь, представляешь, что сколько это около всяческих специалистов вокруг этого трется. Я вам сделаю там картинку для сторис вечных. Я вам напишу за 5000 УТП. Я вас отстрою от конкурентов. А в итоге работа-то намного колоссальнее, глубже, масштабней. Это 2 дня работы, если ты знаешь хотя бы более-менее, кто против тебя работает на рынке. Я имею в виду, и опять же, клиентов у всех своих хватит. Оно ведь как получается? Смотри, алгоритм, что ВКонтакте, что в Инстаграм, что в Фейсбуке, тебе подбирает то, чем ты интересуешься. И поэтому нам кажется, что весь Инстаграм это одни кондитеры. Открываешь. А на самом-то деле отрасль до сих пор еще 5% не залезла. Это нам кажется. А людей, которые готовы потреблять авторские торты, их намного больше. Это просто вот наше заблуждение, которое нам Инстаграм в голову Да, забивает. потому что мы с такими являемся, он нам показывает такие. Он нам же. показывает, да. А на самом Такая деле фигня. все по-другому. Статистика У тебя все в немножко. фотофонах, да? В фотофонах, иногда куклы, потому что мы интересуемся, мы ищем среди клиентов, чтобы нам работа добавлять, сторис постоянно вот это все разбавлять, и у нас вот там заходишь и одно и то же. И вот ты говоришь, ведь основная проблема еще какая? Многие делают из своих аккаунтов, что в Инстаграм, что ВКонтакте, просто обычную витрину магазина. Да. Ими заполнен весь Инстаграм. А все-таки Надежда, мы вдвоем, да, делаем, стараемся. По моей-то воле была бы витрина. Я понимаю. моей-то воля. Зачем это все? Да, зачем нам смотреть на меня? Мы Зачем? мы Посмотрите, что я рассказываем делаю. ведь жизнь. Да. Люди к нам сейчас, я вижу, они приходят фактически общаться. И когда ты спрашиваешь о том, что вот вы, допустим, там месяц не постите или там неделю, что вопросы однозначно прилетают, вы где, что с вами случилось, и они высказывают. Ну нет, у нас такого не бывает, что мы не постим там Ну, неделю. Нет, такого не бывает. Там, 2 дня перерыв. да, уже Всё спрашивают. нормально. Все нормально. Кто там есть? У них уже там безусловный рефлекс. В 9 Это часов вечера для нужно них- зайти ВКонтакте и Ну, это прочитать. же Для них офигенно. это наркотик. Чего я Да, там? да. Для них это наделала? наркотик, Да. потому что в обычной жизни они как бы другие, и здесь они, то есть мы показали им, что в нашем сообществе можно высказывать свою точку зрения, можно показать, похвастаться, и вот все, что с Я этим видел в связано. комментах, да, когда там переписки, общения, у меня вот такой-то, думаю, да, вот здесь, конечно, Инстаграм. Они проигрывает. видят нашу Нет. обратную связь, то есть как бы мы старались именно создать сообщество для того, чтобы не просто там как бы торты. Фактически давай так, мы ведь не продаем торты. Мгм.
У нас нет специальной рекламы на это вообще, от слова совсем. Я не даю рекламу Мы на не торты. продаем торты, продаем. Ну, я не об этом имеется в виду, я не об этом говорю. То есть, если, допустим, как бы Нет, набор... специально мы как бы... Налетай, торопись, только телефон. Нет, такого нет нет. таргетированной Вот так рекламы. Иначе, А потому нет что... таргета даже? На торты нет. Именно на торты На нет. торты, я На вижу, торты да, нет. да. Вот. Мы говорим сейчас об этом. Заказы приходят потому, что Мгм. люди Надежде доверяют и Нет, являются это приходит, да, я лояльными. делаю. Мне нужно просто то, что делать для того, чтобы сфотографировать, выложить контент. То есть, ну, как бы для этого. Ну, то есть не стоит задача продавать торты. Вот я понимаю, Продавать что и хочется зарабатывать сказать. на торты. Это не бизнес, это Стоит. для картинки. Потому что делать для картинки, а потом куда это все? Да, да, да. Но оно так получается, что все равно приходится их делать и зарабатывать. Это я, вот у нас, как бы видишь, в кафе есть специально обученный человек, который с Надеждой работает в паре. Мгм. Вот, и для того, чтобы просто, ну, как бы, ну, как людям, ну, отказать можно, а вопрос, ну, мы как бы вышли с положения по-другому. А так, я говорю, не Мгм, делаем, мгм. не пишем какие-то объявления, разместите себя, сделай Это пост, а я очень вот это, круто, вот это, вот очень это. круто. Не делаем. Сила бренда. Ну, то есть черт возьми. по-хорошему нужно, ну, как бы заканчивать с этим, да? Но пока я не могу себе позволить. Я очень легко могу выкинуть там продукты, которые подходят свободности и так далее. Просто у меня даже не дрогнет ничего внутри. Но выкинуть торт, на который я потратила столько Да, времени, нет, сил и так конечно. далее, блин, я 7 лет их уже делаю. Мгм. Нет, конечно. Так-то бы надо просто взять и выкинуть, сделала, сфотографировала, разрезала там и как бы выкину. Но пока не могу, понимаешь? Ну, надо к этому Понимаю. прийти. И я тебе больше скажу, что вот представляешь, порядком, слушай, ну не знаю, я сейчас не буду хвастаться, врать там, но около 5000 только ярославцев мы обучили за последние 5 лет. А чисто Ярослава. Только Ярослав. Нифига себе. Это не говорит, это мы сейчас не говорим о том, что иногородних, приезжих, вот Москва постоянно приезжала. и так далее. Вологда, Череповец, Вологда, Череповец, Ну, все, что Иваново. здесь плюс-минус. Плюс Да. другие страны. Да. Плюс другие страны. Круто. Я Очень просто говорю, потому что, круто. вот вы представь, и вот как раз была тема последнего поста, когда Надя спрашивает, почему заказывают ученики у учителя. Мгм. Все знаковые, такие конкретные события, люди, которые понимают, что нужно, чтобы вот Ну, большое Всё торжество будет. будет, была да? бомба, они все равно, ну, то есть они, Они сами Надя? на глаз фигачат, понимаешь? Но, Да, но тем не менее. если такое Надя. событие, ну, они закажут. Надя, тем более я говорю, ну не просто так в Корее ездили, не просто так аккредитованный тренер Корейской ассоциации по арт-декору, да, Надежда является и так далее. Вот. То есть как бы это, Не ну, знал. а Круто. вот Ну, все, в Корее, да, учились. все Я цветы, училась в которые Корее, делают, это ж Огонь. Индивидуальное обучение, это было за год до пандемии, представляешь? Ну, Вот только если, успели. бы, Вот сейчас- если бы в следующий год, то Да, все. да. вот успели просто, успели съездить, успели аккредитоваться, успели получить дипломы международного образца. Было столько но, ну, на самом деле, ну что, дети маленькие, с кем оставлять? Оставлять на такое время. Лететь Не летали. в это самое, ну, очень вообще далеко. там Страна, можно сказать, никуда, там, полузакрытая. понимаешь, там не то, что там тебя кто-то встречает, там, с хлебом Я солью. понимаю, да. да, Ты абсолютно приехал, точно. ну, непонятно куда, На английском на разговаривали. английском не разговаривают, им это не надо, Мгм. да. Ну, как бы, по-русски самое понятно, да, что Только и студенты. одни иероглифы, ты вот так в глаза открываешь, все, ты попал в космос. Офигеть. И вот другую планету. мы сейчас поэтому и говорим. И вот этот, ты понимаешь, вот у нас, я проводил статистику, считал, вот было на тот момент 12 очных программ. Человек, который пришел на одну программу, в среднем еще посещает 8. Конверсию представляешь? Нифига себе, LTV-то вообще бешеный. 12 программ на 8 он пришел. Мгм. И ну, я дальше уже просто как бы не следил, потому что Там уже тут уже да, космос, да. уже Те, тяжело кто было. понимает, поймут, что это Они, космос, да. они все равно рано или поздно где-то Рано поднимают задают. руку, я их уже там не учитываю. Они такие типа, блин, мы бы пришли. Мгм. Мы бы пришли, а вот пандемия, а мы бы никак. Вот понимаешь, такая тема. И Вообще. ты вот представь, вот идет там сообщение такое, знаешь, вот чат, там на 3000 человек, там кто там, не знаю, был вот на таком вебинаре, кто там на всех был. И такой, знаешь, вопросы пошли. Что у вас еще купить? У нас такая- Я сижу вот понимаю, с такими глазами, а продать Нечего. да нечего. Да. Потому что ими куплены все продукты, я имею в виду инфобизнеса, Да.
они прошли там, ну, кто в Ярославске кучу этих всех очных курсов, и они говорят, вот вроде там пропустили что-то на выходных, вроде как вот этого адреналина, вот этого хорошего там наркотика не получено. Они уже пишут там, вот, что мы готовим на следующий раз. Ну это станок получается, по сути же, да? То есть ты попадаешь в такое... У нас мечта, и не то что мечта, мы сейчас вот прописываем конкретно сценарий, все-таки вот этот колоссальный опыт, как, что, зачем и почему, я думаю, что мы все равно запишем большой-большой курс, где будет именно... Большой, продадим его дорого. Да, будем продавать Нет, знаешь, дорого. да, я никогда не думала про то, что там, допустим, начинаются вебинары, у меня там, допустим, в онлайне там 3500 человек. Я вообще об этом не думала. Нет, я не думала, и цель у меня такой нет. Я не думаю, блин, там из 12 мастер-классов 8 посетили. Вообще об этом не думала. Не, ну она просто не касается этих цифр. Я просто делаю то, что мне нравится, да. Ну, я понимаю, что там люди, блин, смотрят. Я стесняюсь, боюсь ложануть там. Ну, как все мы, как да, все, смертные да, посты смертные. как все люди, ну, как бы и... Я делаю то, что я должна делать. Ну, и все. А про вот это вот все, ну, если думать, то можно сойти с ума. А так, ну, то есть просто поэтому разделены функции в этом плане. Приходится думать мне, я как бы и с цифрами работаю, и все остальное. А так вот именно, понимаешь, хотим создать именно курс, вот, чтобы вот этот человек, который, во-первых, чтобы его направить, чтобы он тут не делал вот этих ошибок, которые делали когда-то мы. Что если у тебя, ты понимаешь, что у тебя в Инстаграме, ну без вариантов, в твоем селе, и у тебя народ сидит в Одноклассниках, зачем ты лезешь в Инстаграм? Зачем ты убиваешь время? Уже даже такой вопрос продвижения, что ли? Да. То есть мы просто хотим им подсказать. Во-первых, смотри, ты действительно огорошил черными и белыми фонами, потому что ты все-таки смотришь не на наш базовый сегмент, это клиент-новичок. Ты говоришь чуть-чуть дальше. То, что типа, Дима, смотри, с новичками, как я тебя понимаю, да? С новичками понятно, да, вы работаете, все окей, давай расширяй. И я согласен, да, мы вот, только ты мне сказал тогда, мы сразу же заказали, сразу же вам пошел эксклюзивный, у нас было только 2 фона, 2 мы забраковали, в смысле, было 4 фона, 2 белых, 2 черных, 2 мы забраковали, 1 белый, 1 черный, и 2 отправили вам, все. Потому что нам... Там прикол-то другой, я-то сначала подумал, что ты меня спрашиваешь, Леш, тебе, вот смотри, говорит, черный, а с другой, говорит, просто белый, и я такой думаю... Ты правильно понял. А мы потом... такие открываем, да, а там их 2. Ты правильно понял, а я потом думаю, да блин, я причем так и собираю, вам один фон, Саша говорит, ты что тупишь-то? Они клиентам будут показывать как, типа с одной стороны белый, с другой черный, дай им 1 белый, 1 черный, они скажут, а вот здесь так, а здесь так. Я такой, блин, логично, все, без вопросов. Ну то есть это я просто не подумал и тебе неправильно грузил. Понял, вот надо Самое... как. Чего понял? Ты понял, да, надо 2 вот так вот собрать и все, мы так и сделаем. Нет, это... Все, да. Тут, говорю, у нас тяжело с точки зрения того, что, понимаешь, вебинар, он настолько все равно стараемся провести динамично. Да, я понимаю. И вот прямо вот рассеивать вот тут, тут тяжело. Это нормально. Я даже рассчитывал, что вы этот вебинар засунете. Да. Я подумал так, что вы сделаете это потом отдельно, чтобы свой продукт не захламлять. Смотри, вот самое главное, что я для себя понял, что я понял по анализу конкурентов, то, что мы сейчас делали, что я понял даже по элементарной, вот к чему я возвращаюсь, покупке фонов у конкурентов, это сервис. Да. Вот в продукте можно вырасти условно до сюда, да, и выше ты, там просто жопу урвать, прости, выше ты вряд ли поднимешься. Чтобы чек поднять, нужно что-то завести. Да. Чтобы прошло. Вот. Можно в продукте чуть-чуть вырасти и дойти до какого-то предела, потом это сумасшедше больно делать. Можно и там, вот условно, там в команде, можно оптимизировать все. Но в сервисе можно расти бесконечно. Согласен. И вот то, что мы делаем сейчас, это растем в сервисе. Ответ не больше 6 минут. Ребята, с которыми мы работаем, они, я всегда путаю, обидные, Ярослав, прости, это либо Саранск, либо Самара, почему-то путаю. В общем, это ребята, которые все сбудется, у них браслеты, они сейчас первые в России. Вот у них ответ 2 минуты на любое сообщение, денно-ночно, неважно, у нас 6 минут. Ну, у нас, правда, ночью мы не работаем, там, в общем, и как бы нормально, да. 6 минут ответ. Я говорю, мы 3 дня не могли у конкурентов заказать фоны. То есть это вот про то, что тебе нужен фон, ты не будешь парить себе мозги 3 дня. Не хотите моих денег, пошли в жопу, я куплю другие. Все. Это может позволить себе только тот, у
кто единственный на рынке монополист, Да, ну, и у второй нас, может часть быть, у нас и нет. может быть очень низкая цена, и третий момент, когда у тебя супер популярный бренд, когда товар настолько востребован, что это как Apple, знаешь, Да, стоит да, в очередь. Да, но только надо понимать, что чтобы таким стать, это надо быть Apple. А Да. Apple таким не будет, потому что он не повторит таких тупых ошибок. Согласен. Как бы, то есть это взаимоисключаемые вещи, да. И вот самое главное, на что все, ну, то есть на что всем надо точно ориентироваться, это сервис. Это быстрый ответ, это аккуратно вежливые подсказать клиенту, сориентировать по продукту, по цене, по всем нюансам. Это легко и быстро решить проблемы, косяки, которые возникают с продуктом. Вот это самое. Все остальное вообще фигня. Вот правда фигня, потому что я говорю, продукт, вот мы сидели, думали, какой продукт сделать. Я говорю, давай сделаем тортовницу. Леха говорит, нафига мы будем заморачивать производство? Я говорю, просто 2 детали вот так, 3 сверху. Для начинающих людей вот эта тортовница, тем более, что она будет в цвета. Вот у тебя, например, не двусторонние фоны первые, да, а мы еще присылали старые. Двусторонние, с одной стороны штукатурка типа вот такого цвета, другая светлая. Тортовница также. Одного цвета, другого. Все. И это заходит хорошо. То же самое освещение. Простое обыкновенное освещение, ничего серьезного. Хорошо заходит. Вся проблема в том, что нет сервиса в России. Вот его нет, правда. То есть есть у людей деньги, есть желание купить, никто либо не умеет продавать, либо не умеет делать. Выговорился. Вот идея еще, знаешь, какая по тортовнице, да? Вот опять же для съемки очень часто, кроме фотофона, действительно нужна, ну, то есть аксессуар, и желательно, чтобы для тортов, я имею в виду, желательно, чтобы он крутился. Причем крутился не знаешь, как вот типа, как трактор такой, Я и понял, там да, оп, да. скривился. А на шарнирах На хорошем у тебя подшипники, да, Да. и смотри, еще какая логика. Допустим, покрытие может быть условно деревянным, а вот под эту столешницу должно идти 2 комплекта. Черный круг и белый. Потому что... Мы говорим сейчас даже не про... Это может быть не пластик, это может быть в чистом виде, я имею в виду что-то такое, которое просто положил, Да, да. и он вот не съехал. И ты когда торт, ну, условно, именно для фотосъемки, для какого-то видео, у тебя вот эти 2 комплекта. И тогда вот этот, допустим, набор тортовницы, 2 комплекта плюс фотофон, это уже имеет место быть, повысить чек. Честно скажу, мы и тестовые... Или наоборот, Дим, смотри, не обязательно его производить. Ну, найти... Ну, нужно просто тот, кто это делает, и, ну, как бы, вот, ну, должно быть понимание по цене, где-то твоя маржинальность для того, чтобы, правильно Леха тебе говорит, допустим, там по поводу того, что там, не забивая производство, потому что это дополнительные затраты, это там, условно, какие-то станки, это люди, и когда мы именно на это идем, мы понимаем, что оно будет продаваться. Ну, нельзя это сделать... Купить помещение, сделать ремонт, завести оборудование, а потом понять, что не работает, и никто не покупает. То есть можно сделать, найти ребят, которые этим реально занимаются, попробовать сотворить этот симбиоз, примерно сделать пессимистичный план продаж и уже пойти. Потому что вот эти, допустим, аксессуары, которые там Skillful Steve Studio делают, да, они же дошли до того, что там порошковая съемка и так далее, покраска, там, причем такой, знаешь, вот, офигенно матовый цвет. Офигенно. То есть на них вот именно торт, вот с точки зрения вот этого, получается, очень не бликует вообще. Да? Нифига себе. Классный. Крутой. Проблема другая. Он работает вручную, понимаешь? У него, ну, то есть есть станки, там что-то такое, но это все вот, никакой автоматизации. То есть это именно авторский продукт, это ограниченное количество, которое может сделать человек. И вот они тоже тут, ну, как бы боль такая, что не могут найти спеца, который бы вот, ну, мог, ну, хотя бы повторить. Уж не говоря о том, что фонтан какой-то идеи, там, именно повторение вот это все. И вот с этим сталкиваемся. Надо производство найти хорошее. Вот нам повезло. Мы совсем случайно вышли на ребят, которые нам, помимо всего прочего, помогли докрутить продукт. И сейчас помогают, дают обратную связь всегда, что так, что не так. Да, бывают косяки, но мы косячим, они косячат, все нормально. Ну, всегда договариваемся. Да, это работа. То есть вот это вообще не боимся. Так что да. Это рабочий момент. Просто говорю, что вот ты, когда говоришь, как-то увеличить, что-то попробовать, вот какие-то нужны. Я говорю, что вот тут вот по свету, если бы, ну, опять же, ведь сейчас на сегодняшний момент очень много крутых, классных брендов, которые продают тот же самый свет. Ну, я не знаю, там какой-нибудь Godox, классный продукт там и так далее, но сам по себе Godox
тебя не интересует. Мгм. Тебя интересует, чтобы они показали, как фотофон твой играет с их светом. Ну, понимаешь, некогда человеку, маме с 3 детьми Да, заниматься. заниматься. Она что хочет? Ей скажет, так, смотрите, темное время суток, расставляем вот эту штуку вот так. Нарисовали размеры, хотя бы, чтобы мужик ее, который, Да, ее да. муж, Он мог тупо разобраться, выставляет и говорит, так, если это телефон у тебя 7+, у тебя есть портретная съемка, отходим на такое-то расстояние, свет должен падать вот сюда, то есть такой прям, знаешь, да. инструкция, Да, мануал, жмем, она чик, получилось. Да. Нифига себе. Мгм. Ребят, и вот как бы банально это, с точки зрения меня как кандидат наук, да, меня это, конечно, напрягает, потому что люди в своей жизни, да, может быть, скорость жизни, темп и так далее, они вроде чем-то интересуются, но вот то, чего поможет продавать, показывать свой товар лицом, тяжело с ними. Вот они почему-то зациклены немножко не на том. Именно производственники. Именно вот производитель. Нет, я имею в виду те, кто торты делает. Я Торты имею в виду в делает. этом плане. То есть, как Ну, бы он мастер, им он- тяжело, да. Она, с одной стороны, видит красоту, но вот как ее Но это не их работа, скажем. это не да, их. Да, да. Поэтому они говорят, так, Ремесленники. фон есть. Да. Так, стойку ставим от него на расстоянии тут. Поставили. Включаем. Включили. Так, светло. Ага. Там, допустим, если у вас нет, то есть, там же схем света может быть масса, от 3 приборов до 1. Мгм. Купи кусок пенопласта, вот тебе будет контрсвет. Я Отражение, понял, так да, называемое, да. Вот, и как бы этого нужно, этого на рынке как бы нет. Мгм. И тогда вот вы из своих фотофонов вырастите тех, кто не только фотофон дает. Вы по идее, есть шанс закрыть массу их потребностей и проблем, с которыми они фактически сталкиваются для того, чтобы... Мгм. И вот когда мы говорим о том, что, понимаешь, как вот мы опять про ту ситуацию, когда разговариваем о том, что, типа, Леш, вот черный-белый я тебя задачил, но ведь фактически ты продавал просто товар в штуках. Я понял, не решение проблемы. Это не а решение не- проблемы именно визуализации контента как такового для того, чтобы Да. он стал продажным. Мгм, мгм, мгм. И вот ты сам просто, говорю, иногда зайди, посмотри, это не плохо, не хорошо. У человека вот прямо стена, это пол. Я захожу, я очень плохо реагирую на торты, потому что стена вот эта, или там какая-то вот эта, оно ее скушало, продукт. Да. Мы очень много говорим, что не все фоны подойдут, потому что, какие-то... Либо ты умеешь супер фоткать, и это как-то можешь оптимизировать, Да. либо ты не Ну, можешь, или- бери какой-то, который не украдет внимание. типа как вот Поэтому мы и говорим про продукт. В нем- вот, в нем кстати, проблема. видеоролик там, этот Никита есть там, ты в Инстаграм зайди в топлинк и немножко полистай. Мгм. У него есть там буквально, по-моему, там один ролик на минутку, другой на 3, что ли, минутки. Посмотри, он там прямо четко говорит, почему он фотографирует вот так и Мгм. снимает. Мгм. И, возможно, это же ты можешь сам проговорить. Ну, я понял, да. То есть это и есть ответ. Это есть почему? Потому что есть профессионалы с большой буквы, которые работают с крупными корпорациями, они снимают вот потому что, сложно. На самом деле кондитеру не нужно объяснять, почему черный цвет и белый цвет являются выгодным. Ему нужно просто это показать. Я понял, да. Но это не значит, что тебе все остальные линейки нужно забросить. Да нет. нет. Это просто говорит о том, что сегмент для рынка может быть несколько другим. Мгм. И допустим, там, я не знаю, тех же кукол, там, может быть, им паук вас фотографировать, там еще что-то, я не знаю, это тут просто вопрос такой. Но когда ты заходишь на сайт, и у тебя вот эта фигура на белом фоне в 3D крутится, никакого там пола нет, ты же видишь фигуру, Да. тебе же нужно товар рассмотреть, а не пол. Да, не пол или фон, да. Ну, слушай, честно скажу, я здесь все-таки, я вот для себя отвечаю на вопрос так. Те, кто уже профессионалы, суперпрофессионалы, да, они либо не придут к нам на фон, либо они придут, но они придут с бэкграундом, да, то есть у них уже есть свет, у них есть там та же тортовница, не тортовница, а подиум, да, называется. То
То есть Это может затронуться по будет, подставкам. да, подставка неважно, да. И фон у них будет одним из элементов, который просто поможет. Но если мы говорим про новичка, для него это будет супер решение, Да. потому что он сейчас сфоткает, вот он поставил его на кухне, здесь у него клеенка Правильно. ободранная. Тут я не говорю, что это, это просто не эстетично, да. Вот у нас кто-то фоткал на полу, были клиенты, а ты понимаешь, блин, ты же его людям будешь продавать, ну как Конечно. его на пол, да, подложка, да, еще что-то, блин, это Дим, пол. так об этом надо и сказать. Да, это ж да. тот так называемый бэкграунд знаний, Мгм. которым просто, элементарно, это же норма Санпина. Да, зачем? Где там? Ты еще под занавеской батареи, слушай, это вообще какой-то, это трэш. Да. Это трэш. Вот, и я поэтому... Я уж не говорю о том, что там, не знаю, там на кухне с котами это же запрещено, я образно говорю, мы как бы четко понимаем, но это как бы сказать... Это базовые Это вообще база, вещи какие-то, да. это база, ты об этом, почему тебе об этом не сказать? Вероятно, будем проговаривать. Это Ты мне на- открываешь какие-то такие вещи, которые мне казалось банальны, и не в плане, что они банальны, а в то, что все равно люди этого не знают, это нужно проговаривать. Очень часто мы за рамками своего опыта не видим, мы думаем, что все такие. Все знают, да. А действительно, на поверку кто-то оказывается, заходит. что просто человеку, ему даже в голову, например, это Да. не пришло. Просто не пришло, и Согласен. все. И вот эти очевидные фишки, очевидные возможности, выигрышные моменты, их надо обговаривать для того, чтобы случилась продажа. При всем при этом мы говорим, что у тебя классный продукт. Ведь бывает как, Надя о чем рассказывала? Что бывает ситуация, когда есть упаковка, ее продали, Да, продают хорошо, а упаковка, сзади-то сзади чего? нифига, да. И эти люди приходят и говорят, слушайте, а где мы были раньше? Мы там купили за пятнашку там то-то, то-то. Херню какую-то. Там повелись на то, что 50 курсов. В итоге Ни о мы... чем, воды. В итоге непонятно, что там с этим делать. Из них максимум приготовили 2-3, и то нам не нравится. Рецепт не соответствует тому, что получается и так далее. Вот пришли сюда, говорят, нифига себе. Мгм. Причем, ты понимаешь, большое отличие от того, что у нас сопровождение, оно условно не обязательно с точки зрения не нашей, а с точки зрения преподнесения материала. То есть у нас нет никакого куратора. Как многие продают, куратор, сейчас задание, а вот туда-сюда. Толку. Если куратор вот так. Как минимум в твоем бизнесе или в твоем Вообще, продукте, он то просто тогда зачем? работает по шаблону. Не-не-не-не. Если тебе нравится, что тебе что-то просто отвечают, это одна песня, плати за это деньги. А если ты смотришь материал, и у тебя в голове родился вопрос, и ты только бы вроде бы этот вопрос, выдать, а тебе сразу хлоп, уже ответ дали. Вот это высший пилотаж. Вот это пилотаж получается. И мы стараемся курсы и вебинары проводить именно таким образом, формируем, какие вопросы могут происходить у человека в моменте. То есть ты ведешь вебинар и говоришь, а если нет у вас вот этого, грубо говоря, совочка, Да. и показываем вот это. Альтернативу Да. какую-то. То есть мы всегда вот этот блок теории даем. И многие вещи, которые, допустим, курс не только что родился, например, там, я не знаю, там, ему там год, например, да, Мгм. как правило, все вопросы, которые задает человек, вот практически мыслим и немыслим, уже внутри учебной группы, они уже отвечены. Ты Мгм. просто открываешь комментарии, ты же должен поработать с этим. Да. С тебя же не взяли пятнашку за то, что тебе там, ты задал вопрос, и тебе сразу вот там ответили. Нет. Тебе там, условный курс, там, самый дорогой там у нас стоил там 4,5 тысячи условно. Там это то, чего в России вообще нет. Это пришлось переводить. Французская книга переведена на английский, и Надя переводила с английский на русский. М. Она с английским хорошо работает, да, все-таки в Корее на английском языке училась. Хотя там преподаватель корейка. Кореянка, я имею в виду, кореянка, да. Да. Вот, и вот это ввели. Да, он стоит денег. Да, это то, чего просто нет. Нет на рынке. Это объем информации. Это надо, это месяца 4 она тут вот переводила, пробовала, там же какие-то нюансы есть с переводом и так далее. Вот. Но с точки зрения того, что ты купила за 1500 курс, у тебя все подробно, технологическая карта плюс все ответы на вопросы, поработай, ты получишь результат. 99% так и делают, и, я тебе скажу так, отзывы положительные, они возвращаются. Это, ты мне говорил про LTV, про возврат клиента. Методика. Это, конечно, фантастика. Я не вижу смысл там нанимать кучу народу, поднимать по этому чек людям и так далее, там подобное. Я не знаю, можно, конечно, упаковаться,
нанять там куратора за 10-15 тысяч в месяц, он тебе там что-то будет рассказывать, и в итоге у тебя какое-то впечатление, не хочу, вот не хотим таким образом идти, идем несколько другим путем. То есть продукт, вот он готовый, бери, пользуйся. То есть там 95%, что у тебя получится. Нет, вот прям, ну задай вопрос, никто, обратная связь есть. По новым курсам всегда обратная связь есть всегда. То есть это ответы как бы... Обратная связь всегда есть, потому что последующие курсы, либо последующие продукты строятся на базе ваших вопросов. Конечно, прочее. конечно. Ну, то есть... Это, Также мы делаем все прямые эфиры и прочее, понимая ваш вопрос. Почему вопросов, вот многие удивляются, почему вопросов мало? Потому что я предыдущие смотрю, либо их проговариваю там, либо проговариваю в следующем. Либо в видео, либо мы в продукте в описании. Зачем вот эти био строятся? Чтобы закрыть ваши основные проблемы. Отправки там в нашем случае у Алексея другие вопросы. Там, да. Там некорректное общение, все что угодно. Да, то есть это все заранее проговаривается, чтобы вы, все, вот отлегло, да, все есть четкое понимание. Да, это пипец важно. Ну, это вот с чего я начал, да, вот самое главное это сервис. У вас сервис это в подходе продукта и как раз-таки проработки материала, поскольку у вас инфопродукт, да, у нас это, наверное, больше в решении, в продаже и решении проблем, потому что возникает проблема, как ее решать, да, там вот напишите нам на почту, да, вот эти вот бывают, у нас там проблемы, например, с деловыми линиями, с Яндексом, которые... Бесит. Вот я заплатил деньги. Где мой товар? Хочу. Что такое? Да, нет. Напишите нам на почту в течение 30 рабочих дней. И мы вам ответим. Это вообще что такое? Это 21 век, камон. Согласен. Поэтому говорю, вот эти, это просто уже человек терпит, потому что это от безвыходности. Да. Потому что вот в определенной сфере это вот оно вот так и по-другому никак. И кто первый вот вылезет, поднимет голову и поймет, что так не должно быть, тот и выиграет. Он будет флагманом. Да. И, кстати говоря, вот тоже обратная связь, потому что и у Алексея это и у нас есть. Если именно в сервисе происходит революция, да, в решении вот этих проблем, вот то, что сказал Алексей, да, поднять голову, тот выиграет. Вот как раз-таки я и у нас вижу, и у вас это вижу, что как раз-таки в первую очередь решение проблем с точки зрения человеческой, да, то есть исправили вот этот вот недуг, да, в виде там какого-то тупого оператора или бота, что еще хуже, и все, и то есть работает человек с той ситуацией, быстро ее решает, и все. У нас последняя ситуация была вчера, девушка получила тортовницу, она не знала, что она не крепится, то есть вот я тебе рассказывал, да, технологию, 2 ножки, сверху это, то есть все, но она и стоит копейки. Она говорит, мне абсолютно не понравилось, я вам вышлю за ваш счет. Во-первых, отправка, как правило, всегда идет за счет клиента в данном случае, но мы сделали по-другому, мы ей просто ее отдали, деньги вернули. Все, мы понимаем, нахера нам за это 1000 рублей, там что-то сейчас, как-то ее расстраивать, себя мучить, идите, отправьте вот так, а она придет поломная, не поломная, думать. Мы обычно пишем следующее, подарите кому-нибудь, сделайте приятное, а денежку вам вернули на карту, вот скриншот, все. И это и есть сервис, да, потому что мы знаем, после нее придет 2-3, потому что они понимают, не будет вот этих проблем, вот этого геморроя с тем, что, а если мне не понравится, что мне с этим делать? Это вообще, наверное, законодатель в России такой моды, это Федор Овчинников, Додо Пицца. То есть у меня друг рассказывал историю, так немножко в сторону, они сидят в офисе, и один из ребят заказывает пиццы, 15 штук пицц. Он говорит, сколько стоит? Ребята понимают, что банкет за чей-то счет. Он говорит, нисколько. В смысле? Он говорит, первый заказ в компанию на любое количество людей, там, то ли, я могу ошибаться, здесь надо проверить инфу, то ли 20, то ли 40 пицц, абсолютно бесплатно. Он говорит, как? Вот просто приехал курьер, у него огромная сумка, 15 штук, до свидания, ничего не надо. Он говорит, как? Потому что, говорит, для компании сделано так, что они вас вот этой пиццей, по сути, вашу лояльность покупают, да, если мы математически к этому подходим, да, аналитически, покупают твою лояльность, и все, и ты уже с ними. Поэтому вот эта отданная тортовница, это как раз-таки покупка, если мы, да, прагматично подходим к вопросу, это покупка лояльности. И мы закрываем весь вопрос про то, а что там дальше скажет человек. Человек ничего не скажет, кроме того, как покупайте, не парьтесь, не понравится, вам либо деньги вернут, либо там, вы договоритесь, потому что вот конкретное решение. Поэтому мы, если честно, вот с точки зрения Надежды, допустим, да, она очень тщательно готовится к бесплатному вебинару, переживает всегда, то есть отрабатывает, потому что люди... Бывает, приходят, вот, если ты не понравился с первого раза, потом без вариантов. То есть, это мы говорим о том, что, потому что мы не только с наши видеокурсы, которые вот у нас с допуском на себя, да, на данный момент сейчас вот существует с допуском навсегда, вот, там выдаем четко материал, все время их вылизываем и все время усовершенствуем какие-то моменты в последующих, да, но и стараемся именно бесплатные курсы давать таким, вебинары в частности, давать таким образом,
чтобы действительно человек понял, что он может даже в режиме онлайн повторить, и у него все получится. Ну да. Это уровень. Доступность информации. Доступность Если информации. это было бы, ну вы там потом сделаете, ну, конечно, никто ничего делать не будет, да. А так человек взял, вот, все, посмотрел. Взял, сделал. посмотрел, сделал, да. Да, да, простота, и в этом вся победа. Поэтому надо двигаться, потому что жизнь это движение, стоять на месте нельзя. Согласен. Вот. И самое главное, что конкуренты не спят. Да, ну я говорю, мне вот пару дней назад был лучший день в жизни, я про это тоже видео записывал, потому что, ну я не знал, что рынок настолько кастрирован. Ну то есть вот без обид, ну люди не умеют, либо это тупо производственники, и я понимаю, почему они не умеют продавать, да, они умеют производить, у них жесткая функция. Мы здесь сумели сегментировать, у нас есть я, есть Леша, да, есть команда, у меня супруга суперпрофессионал, реально, она все прекрасно понимает, делает там, когда я могу вот просто не выходить на связь, там, ну, исключение видео. Мне девочки пишут, в день 2 видео обязан присылать. Я вот сейчас с вами что-то кусочек, да, там Инстаграм, вечером кусочек, то есть там, может, на поезде. Вот, но в остальном команда как бы все делает. Но когда, я говорю, когда вы не можете ни заказать, вы не можете ни пообщаться с людьми, вам не могут элементарно картинку присылать, потому что ты говоришь, а я не знаю, какая расцветка. Ну, дурака включаешь, Ну да. и ты знаешь. А может, ты реально не знаешь. Вот там Тамара Григорьевна, да, там из Саранска, она не знает. И она хочет узнать. Ей говорят, на страницу зайдите, там гляньте. Там гляньте. Я знаю, вот я с другой стороны расстраиваюсь, но я радуюсь, потому что, ну, это конкурент. Надо То пользоваться есть, этим. Да, этим надо пользоваться. Надо Поэтому пользоваться, развиваться. у девочек у нас обязательно, клиент просит картинку выслать. У нас есть, даже если не просит, у нас картинки, где с ценами, картинка, где доставка, где треки, где прислать еще, там, ну вот когда присылаем клиенту, а еще, вот это обязательно они вышлют вам, даже если это. Это, кстати, все при том, вот все спрашивают, да, там, а как вот сейчас идете, в рост, не в рост? Мы сейчас упали только по 2 причинам. У нас сломалась полностью реклама, мы сейчас работаем почти, 2 недели это железно, вообще без рекламы, вообще нет рекламы никакой. И у нас сломался сервис. То есть вот то, что ты говоришь, ВКонтакте чем лучше, да, у него есть система рассылок и прочее, ворона. Мы работали в стороннем сервисе, называть его не буду, тебе скажу потом. Пускай конкуренты хотя бы что-то найдут сами, потому что и так модель фона взяли, ну уже давайте хоть как-то. И у нас он слетел, этот сервис, и мы работаем без него. А там были условно, ты у нас не купил, да, мы с тобой общались, тебе там, да, ставится игнор, например, тег. И хоп, тебе по этому тегу идут дословные сообщения, да. Ну то есть воронка продаж очень хорошо простроена и очень хорошо продавала. То есть ты утром встаешь, хоп, у тебя уже там полдневной выручки есть, потому что да, ночью никто не спал. Компьютер работал. Вот сейчас он слетел, реклама слетела, и при этом мы просили там всего лишь, ну, как бы вообще... Поэтому я говорю про контакт, что условно это, бесплатно. Да. То есть ты работаешь, даже, вот это, знаешь, не Бизон, там, не какой-то GetCourse, который там и так далее. Я просто говорю, что, тут условно бесплатная площадка, с которой можно работать. Да. Спасибо тебе большое, правда, это очень, очень приятно было встретиться спустя, спустя год видеться. И, кстати, удаленно работать нормально. Вот с Алексеем мы знакомы уже больше года и работаем. И вот только сегодня первый раз в жизни встретились. Очень хорошо, кстати, вот такие встречи заходят, потому что много там поделились и инсайдерской так называемой информацией, да, и увидели друг друга. То есть как бы такие встречи, однозначно нужны. Вот я со своими, допустим, кто на аутсорсинге, мы там в скайпе раз в неделю обязательно как бы, общаемся, потому что там вот с Новым годом поздравлялись там и так далее. Вот это вообще круто. То есть как бы хорошие отношения, они позволяют развиваться. Партнерские хорошие отношения, когда не просто там в одну сторону именно, а чтобы движение шло обоюдное, тогда есть интерес и смысл вообще, ради чего работать. Поэтому как бы... и плюс у вас один опыт, у нас другой, и на стыке всегда что-то 1 плюс 1 – 11. Мы с тобой об этом уже говорили. Да. Ладненько, все, гасим эту красоту. Вот такая красота. Блин, как не обрадоваться-то. Ай. Иду. У нас, поскольку предыдущая поездка к супруге, она была с переворотом двойным по дороге. Дорога 1200 километров. Последние 50 километров осталось ехать. И мы немножко в кювет, метров, не знаю, 5-10 мы вот так кувырками. Мне категорически не хочется ехать на авто, ни Блаблакар, никакую, ничего. Поэтому решили на поезде. Там можно до Великого Устюга было долететь и доехать, там на это, но не захотелось. Поехали через Ярославль.
и что-то, поехали, потом домой, поехали еще в этот, куда вот я говорил, в Казань, может быть. Ребята были и пропали. Что-то выходили все тоже с этими делами. С какими делами? С фотофонами тут они. А, у вас есть ярославские, да, 76, Ярославль 76, ребята, кажется, называются. У них довольно неплохо, мне кажется, они вот вторые в рынке. То есть там еще есть несколько, Я не знаю, слушай, я не видел их. Ко мне приходил производитель, что-то мы куда-то они пропали. Да. Слушай, а мне вот на самом деле супруга, она наоборот говорит, слушай, мне кажется, Алексей с ними работает, потому что у них только появилась идея вот этого фона, а мы думали, это их. А сейчас я понял, что потом, вернее, ты мне потом сказал, а это самопал? Ну, то есть сами сделали, да, рулоник, то, что ты говорил, еще покупаем. И я поэтому думаю, ну, типа, пофиг. Как бы наши точно будет лучше, как раз мы прислали, но я понял, что все устроило. А это я тебе обязательно вышлю рулоником, просто как понятно, что это тот же самый рулоник, что и ты можешь купить, просто сама идея, что он в коробке, что тебе его не надо не переклеивать ничего, он тебя внутри открыл, пофоткал, закрыл, убрал, да? Вот так у тебя это на окне висит, ну типа, это просто... Я понимаю, что это как уже как комната для... Мувитоны мои. Это я тебе просто говорю, как пример, как... Это вот... В обзорах, когда... Опять же, вот этот сам, как бы, идея вот эта, да? Ага. Она должна работать именно в таком духе. То есть у людей должна быть альтернатива. И все равно, когда идет сравнительная характеристика одного с другим, значит, почему на ютубе обзоры работают? Потому что, как бы, у людей появляется альтернатива как по цене, как по фактуре, и неважно. Единственное, что вот опять же столкнулся вот опять же там с фуд-съемкой и так далее, многие тупо рассказывают, как тебе объяснить, заранее проплаченный сюжет, ну, это, потому что они не сразу видно. Это сразу видно. Я начинаю понимать, я говорю, ребят, ну как же вы мне сейчас, ну там что-то делаете, там то-то, то-то, если у вас стоят реальные шумы стоят в вашей радиогарнитуре, я их 3 штуки заказал, думая брак, заморочился с этими, с возвратами и так далее и тому подобное. Ну нет, ну не получается работать, фактически не получается. И поэтому как бы обзор дают и чувствую, что мухлюют. И потом там чувак, вот который я тебе там одного хохла сброшу, он за кадром говорит такой, блин, ребят, ну что-то у вас не так, ну там аж производитель говорит, там типа в Китае, что типа должны были поправить. То ли мне пришла версия вот этой радиосистемы именно для айфона, радиосистемы, то ли со старой прошивкой, или со старыми, я не знаю, но она не работает. Она такие же шумы. И я четко понимаю, что мне проще как бы использовать в трансляции купить два айподса, да, вставить и пошло. Ну а для видео, соответственно, опять же, купить прогу, которая подключает эти айподсы как именно микрофон. И опять же работать с ними. Почему так iPhone сделали? То ли опять преследуют, ну там, цель... Корыстные цели. Деньги опять выщенут у всех. Ну, главное, что это есть. Вот единственное, что я даже, я представить не мог, про что ты мне рассказал. Я думаю, там, кому интересно будет, видео найдут в самом начале, где-то в середине. Вот, я даже не представлял. Вот, что-то я хотел сказать. Да, так что... Машина классная, я говорю, мне вот нравится вообще. Танк. Особенно, когда навалилось всего. Хороший японский трактор. Вообще. Почему так плохо дороги чистят? Я, конечно... Слушай, потому что власть считает, что растает само. Само растает. Но они же правы, когда-то дорастает. Вопрос только в том, когда. Странно, зачем сделали железные дороги, да, и самолеты. Да. Рано или поздно доберемся, если выживем. Это да. Я просто я ехал сюда, общался тоже с этим статистами, говорю, не может же быть такого, что пока ты идешь 2 километра, ты 2 раза упал. А я реально 2 раза упал, пока шел до как пункта не может, встречи. если ты упал. А если,
Понимаешь, мы в Питере хаем нашу власть, что плохо убирать. Я к вам приехал, охренел. Я думаю, нет, пожалуй, я помолчу. Ой. Так нет, я говорю, что вот все-таки хочу, вот просто, понимаешь, вот очень-очень сильно все равно долбит рутина. Ну, есть как бы рутина сожрет любого. То есть вот надо как-то от нее уходить от выгорания, понимаешь, вот это такое вот. Я думал, я один с этим воюю. Нет. А мы все на этом фронте. Мы все на этом фронте, потому что людей нужно удивлять. Да. Систему нужно постоянно, ну, как бы отстраивать. Я тебе говорю, видишь, тут вариант такой, что, говорю, нанимать огромную команду, она, с одной стороны, это необходимость уже, а с другой стороны, это особенно на начальной, на отладке, требует твоего колоссального внимания. Даже специалиста найти адекватного и нужного, это время, это тестирование, это скрупулезный вот такой контроль. Да. Потому что... А знакомого наймешь, вы не договоритесь, потом будете обижаться всю жизнь. Вот о чем и речь идет. Да. Ну, с этим, да, это все проходят, увы. Или не увы, к счастью. Главное тут... Потом страдают, ну... Ну, семейный бизнес, в принципе, наверное, все-таки с супругой, он тем и хорош, что какой смысл друг друга подводить? Да. Но от выгорания никто не застрахован. Выгорание. А самое главное, я тебе скажу, что еще один свойство, которое присуще тем, кто делает бизнес, это все-таки дисциплина. То есть, если нет дисциплины, очень тяжело. Это дисциплина в продажах, дисциплина с клиентами, дисциплина в команде. Вот. Без него это не бизнес. Слушай, расскажи о своих планах ближайших, вот по вашему проекту. Ну вот я говорю, мы планируем начало марта, конец марта дописать большой курс, в котором будет и фотосъемка, и продвижение, Да. и продажи, и именно база, именно которая, не знаешь, там 50 тысяч рецептов, и те, которые нет. У нас таких, во-первых, рецептур нет, а именно будет подборка того, что необходимо людям для того, чтобы пользоваться популярностью дома у своих родных и близких, а б, дадим те рецептуры и те востребованные, скажем так, десерты, которые пользуются в продажах практически везде и всегда. Почему? Потому что рынок определенных десертов сформирован еще советскими кондитерами. То есть все знают, что такое, например, торт из лисы. Все знают, что такое торт бисквитный, да, понимаешь, да? И есть определенная статистика, по которой люди делают заказы. Ну, то есть, если вот, допустим, европейские десерты, они, наверное, крутые, но с точки зрения себестоимости и сложности изготовления для новичка это явно, ну, не их сегмент. Я понял. Десертов. Понял. Поэтому, если мы говорим все-таки с точки зрения вот именно этой, то многие люди просто об этом, как говорится, мы знаем, они нет. Я понял. Ну, то есть планы предельно понятны, учитывая, что да, мы сейчас обсудили. Это все я понимаю. Потом что? Ну, все-таки вот пройдет пандемия, Надежда все равно еще хочет съездить в Европу, поучиться. В Европу. Опять же, если мы говорим про новичков, ну, может себе человек позволить. Только, как бы, не каждый, знает какой-то язык, хотя бы английский, да? Во-вторых, как правило, чем наши курсы отличаются от многих, и то, что можно пройти за границей, да? Мы вот всю эту информацию, которую мы собираем, учимся, ездим, мы ее адаптируем именно под домашнее оборудование, под обычного человека. Потому что, понятно, что в производстве, если у тебя есть паровой автомат, это одна песня, а если у тебя есть электрическая духовка, это совершенно другая песня. И то, что получится в паровом автомате, не получится в духовке. Почему?
Ну, потому что технологии разные. Ну, я имею в виду, используются. Оборудование другое. Вот. Это вот И дальше. реально вот таких много, да, кто вот не учитывая того, что у Тамары, там, не знаю, из Саранска на кухне, реально создают курсы. Ну, то есть, а какой смысл? Когда? Я просто Сейчас. говорю, которые нужны конкретно для профессионалов Да. и для производств. Есть такие курсы. Ага. Но если мы посмотрим с точки зрения массового продукта, то это продукт не массовый, это на ограниченную целевую аудиторию. На ограниченную целевую аудиторию. Вот. И, как правило, это уже тут, знаешь, эти люди, которые, ну, прямо сказать, что они озабочены каким-то продвижением, что ли, ну, там немножко другой вид бизнеса, и все немножко по-другому. Если не сказать, что совсем по-другому. Я тебя понял. Мы сейчас все равно говорим про то, что мы учим домашних кондитеров. Мы учим домашних кондитеров тому, чтобы они смогли не просто уметь, но по возможности уметь получать с этого доход, потому что очень много в декрете, очень много кому его работа не нравится. Я не вижу ничего плохого, что если человек имеет дополнительный заработок, ничего плохого не вижу. Государство нас не балует. Ну, мягко. Ты очень мягко. Доходы населения нифига не растут. Ты посмотри, даже вот так вот элементарно. Рынок подержанных автомашин скакнул на 25%. Те машины, которые покупали новыми в 2018 году, люди умудряются сейчас продать дороже, чем приобретали. Вот ты прикинь? Да, мы только обсуждали это с Лешей. Да, по-моему, с Лешей. Ты представляешь? Да, жуть. И что, с Антоном Руш. что будет дальше, непонятно. В этом плане. Так. Так давай с... Не, я тебя сейчас как раз про ОНА и... Добро, ладно, спасибо. Поехали. Спасибо. Давай что-нибудь под завязку. Что-то я хотел спросить. Я на самом деле, Леша мне целый сценарий написал. Я наплевал на него, подумал, что диалог легче будет строить, тем более, что да, мы лично не общались, легче будет строиться вживую, поэтому вживую и общался. То есть, даже не держал в голове эти вопросы. Единственное, вот то, что меня интересовало лично. Наверное, Лешу плюс-минус то же самое интересовало. Вот. Под завязку, наверное, не знаю, я ничего не придумал. А чё под завязку? Под завязку, как всегда говорят. Давай совет какой-нибудь. Вот те, кто будут смотреть, по-любому же из вашей аудитории будут, да, которые знают вас, нас. Вот что бы ты посоветовал тем людям, которые только начинают в самом начале своего пути? Кроме того, чтобы купить твой курс. Нет, если мы говорим все-таки про кондитеров, то Да. я все равно советую найти своего преподавателя. Это очень важно. Как ищется свой преподаватель? Во-первых, ищется по количеству аудитории, по активности в соцсетях, по частоте их работ. Дальше. Элементарно, как подается материал. А материал, как подается, можно посмотреть в бесплатных марафонах, видеороликах. Бесплатно познакомиться, Да, не бесплатно, платить никому да, не денег, надо ничего потому никому что платить, да. это неправильно Вот. вначале. И опять же, и вот по этой ниточке, по красной линии, да, просто пройтись. Вот. И обязательно, тут, опять же, не попробуешь, не узнаешь. Надо пробовать. И всегда смотреть положительно, потому что даже если в семье бывает ситуация, когда муж не поддерживает в этом плане жену, ничего страшного в этом нет. Надо просто поставить цель и к ней идти. То есть задачи, которые распределяются, да, в рамках этой цели, нужно просто решать, поступать. Потому что, говорю, если не будете двигаться, ничего и не будет. Да, все верно. Ну что, закончился наш ярославский трип, едем дальше. Хотелось бы в довершении этой серии, потому что дальше уже будет явно бытовуха, и что ее сюда вносить, сделаем отдельно. Плюс будем что-то, может, по работе, но пока не знаю, посмотрим. В общем, что точно хочется отметить, это, просто не знаю, слышно, не слышно,
это то, что Надежда и Алексей точно очень крутые. Вот реально, не знаю, зарядился даже от общения с ними. В первую очередь, потому что они взрослее, а рвения больше. Да, всегда наоборот, да, вроде люди взрослее, они такие поднаевшись уже, такие с какой-то короной. А здесь, я не знаю, я думаю, вы видели сами, все непостановочное, живое, откровенное. И, ну, очень круто, что это вот в таком формате, что вообще не может радовать. Я побаивался, Леша даже вообще сценарий написал. Вот я потом уже без камеры общался с Алексеем, я говорю, вот я как-то себе это все сложно представлял, про вопросы думал и так далее, а как-то все получилось очень даже живое. Поэтому, мне кажется, все понравилось, по крайней мере, мне точно понравилось, все получилось, вот, заговариваюсь уже. Вот, ну а мы ждем поезд, поехали дальше, поэтому лайки, не лайки обязательно ставьте. Если будет интересен такой формат, напишите, а с кем было бы интересно провести похожее интервью. Из тех, конечно, кто досягаемый для нас, маленьких, да, может, с кем-то мы работали, а может быть, какие-то кондитеры, с которыми вы работали или там заказывали какие-то курсы. Расскажите, покажите, интересно будет узнать. Вот. Но здесь, мне кажется, если и получилось, то только потому, что заочно с Надеждой и Алексеем знакомы, и, наверное, только по этой причине. Если познакомимся с кем-то, также будет интересно, то с огромным удовольствием. Все, всем пока.